Эй, всем привет, дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Кокриф Антон, и я приветствую вас на своем канале Кейплейнг, и сегодня мы начинаем прохождение игры под названием Vampyr или Вампур, но точно вроде как не вампир, да, потому что тут как бы есть не то что ошибка, по-моему это не с английского языка, но в общем не суть. Суть игры в этом, в принципе, она не меняется из-за того, что нам предстоит играть здесь за вампира, как ни странно. Вот, игра от создателей Life is Strange, вроде как, если я ничего не путаю. Хотя я на самом деле-то немного удивился, когда узнал то, что они являются создателями. Я не помню студии разработчиков на самом деле название. Но не суть до дела. В общем, мы начинаем. Я, наверное, звук еще немного убавлю. Да, событие происходит в Лондоне 1918 года, если опять-таки тоже снова ничего не путаю. И мы начинаем. Так. Легкий вариант прохождения, когда чаще игры сможет насладиться. Так, ну легкий, средний, сложный, обычный, стандартный. Сложно зависит от количества битых горожан. Чё? Прохождение вашего света. Короче, ладно, на среднем. Знаю то, что тут вроде как можно пить кровь всяких различных неписей. Да, но есть также вариант не пить их кровь. Из-за этого как бы персонаж в принципе не будет прокачиваться. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. Короче, ладно, разберемся по ходу игры. В любом случае. 1 prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Также игра делится на главы. В игре 7 глав плюс пролог. Наверное, буду проходить по главам. Главы в свое время, в свою очередь, делятся на эпизоды, так сказать. В общем, посмотрим. Holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Прохождение игры занимает около 30 часов, может плюс-минус. Но опять-таки посмотрим. Я не хотел делить игру на 3 стрима. Буду пытаться проходить по главам. В общем, поглядим. Также в игре несколько концовок. Насколько помню, даже больше 3. Посмотрим. Буду, конечно же, стремиться на хорошее, но там уже как получится. Так, а звук игры-то есть? Есть.
Это как раз таки наш главный герой, доктор, да. Игра сделана на Unreal Engine 4 вроде как. Ну, в данный момент это, разумеется, пролог. Да, доктор Джонатан. Ага. Джонатан. F. А, говорит, это ты, это ты. Я знал, что ты жив. Чё? Это, так сказать, наша первая жертва. Я надеюсь, это не влияет на концовку, потому что, по-моему, другого варианта-то и нет. Mary! Oh, no! Mary! Сестру захерачил, ну? Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Думаю, объяснить не получится. These patrols are after me. Значит, надо бежать. Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. Воу, стоять. Стоять. Чувствительность мышь, что-то нихера себе. Пойдете. This can't be happening. No, Чего? please, Эй! stop! I mean you no harm. Пацаны, не стреляйте! What's going on? Не губите, а. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Чё это, чё это? Старый мачете. Now, I can defend myself. Kill the thing! Who are you? А чё? У тебя огнестрел. Пошел в жопу. Sorry, but you left me no choice. Я извиняюсь, да. И я не хотел. Who are you? Окей. Stupid beast! Опа, уклоненец. Так, только не стреляй, слышишь? Sorry. Простите. Действительно. No, please, stop. Так нечестно. А есть какие-нибудь штуки, чтобы пробивать их блок? Если силовой удар есть, то я не знаю на что. Ну ладно. И опять тут все завязано на уклонении, да? Ну, I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please,
Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's son will do the rest of the job? Just leave me. На что ты вообще надеялся? Побежали. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Окей, огонь и солнце, да? Да ничего I не need to ясно. find somewhere to hide. Что это? Это закрыто? Let me go! Ого, эй, ты кто? Нихуя. Слышь? А, ближе подходи. На тебе говно. I need to find shelter. Вас лутать нельзя, да? Кипаут, ну да. Самое то для укрытия. What is this place? Без понятия. Я надеюсь, тут будут показывать типа глава 1, глава 2. I should be safe enough here. Ты уверен? Что это? Тут вроде сюжет завязан на записках, диалогах и все такое прочее. Читать я, конечно же, все, наверное, не буду. Просто если так, чисто пробежаться глазами. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Так ты это сделал, но ты имеешь в виду, хочешь найти, кто превратил тебя в вампира? Чё это? Огонь и солнце, ох, ёб твою. Красота, солнце. Чего? Что-то как-то, ага, не боятся. Загорается, обращается в пепел, вредит просто, к дереву, бла-бла-бла, через несколько почернело. Расплавились, кости, только сушится, только солнце скрылось. Ага. Сжечь, допустим. Есть. Окей. Шиллинги. Это монетки. В смысле, валюта, по всей видимости. Бля, вот эти вот резкие развороты как-то не найс. Опа. Бутылка алкоголя. Найс. Что это? Часики, я видел часики. Ух ты. А ты можешь воспоминания от предмета, да? Увидеть? По всей видимости, да. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Я так понимаю, это твои часы? Да ладно. That's impossible. Пульса нет, что? Он не говорил пульса нет, он просто сказал невозможно. Этого не может быть. Допустим. Ну, я так понимаю, надо всю хату осмотреть, да? Что это? Зеркало. А ты не отображаешься в зеркале. По идее.
Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Угу. Покусал тебя вампира мужского пола, да? No! I still have so much to accomplish. Блин, во всех I still типа, have so much left that needs doing. точнее во множестве фильмов, насчет сериалов, не знаю, типа же укус вампира, он убивает. Не всегда, конечно, можно превратить другого человека в вампира, но обычно в большинстве случаев там кровь вампира еще надо выпить, чтобы стать вампиром. Короче, везде по-разному все. Это довольно-таки странно. Типа он сейчас свою сестру уже укусил. Вот она станет вампиром? Мне кажется, ну вряд ли. А вот это мы возьмем. Сколько? Шестизарядный? По-моему, да. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Это твой пистолет? Одна пуля. No, it never got easy. Патрон. Допустим. Там вон еще часы золотые, может, возьмешь? Что там? Записка. Етит, если это все. Вы че? Все читать? Ни хрена. Ладно. 15 октября. Не спал, баки, сыночка, лекарство, 16 я поговорил с людьми, которые механистской лопатой, да, тут какая-то вроде чума, что ли, или что-то типа того. Многопунктина закрыта, Скрытие под могилу, вчера ночью я слышал крики, их тебе надо. Что он сказал, а, это там внизу бэки, да? Угу. Странно. Что это значит, перо? Ты хочешь поспать? Давай. Мы все равно типа из дома никуда не денемся, по идее. Не, если столько текста будет, это, конечно, не очень. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Приятных сновидений в доме с двумя трупами. So be it. Ты чё удумал мне? Ага, удачи. Rational thinking only.
Не хочу, не буду. Ладно. Финал, да? Я пошел? Я так понимаю, это плохая концовка. Да ладно, все не может быть так просто. Вампир. Это вроде то ли с французского, не помню. Где-то что-то видел, как правильно день, как и. Блин, чувак, мы пока бежали до этого дома, в тебя несколько раз шмаляли. Ага, и толку не было. А крови потерял нормально. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blinding sunlight into a glowing reflection. Развитие. Должны развить навыки. Плюс потратить опыт. Ага. Ауэтофагия? Что дает? Вспомни здоровье. Окей. Допустим. Так тут прокачиваться за опыт или за кровь? Что-то я не понял. Закрыто. Необходим уровень 6. Окей. У вас достаточно знаков, чтобы развить наступательный навык. Когти. Дистанция короткая. Теневой. Стоимость 25, 25, 20. А посмотреть можно, как они работают? Область 2 метра. Это типа... Все большой урон. Непонятненько пока что. Информацию-то можно посмотреть, как он выглядит. Ладно, фиг с ним, давай когти. Это понятно, он когтями просто бьет, допустим. Окей. Интересненько. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Кажется, к нам гость. О, а куда трупак делся? Не понял, а второй? Сидит? Второй сидит. А бабелы нет, значит. Значит, где-то А, вон, следы. Закрыто, да, валите нахер. These people want me dead. I need to leave now. Да мы тут не одни. Вот, блин. Как запрыгнуть? F. Nice, teleportation. My head's spinning. Так они у нас... It's locked. Спасибо, я понял. А куда это делось? Чё у тебя? Ключ. Старый кол.
Чтобы носить удары руки. Окей. Допустим. А может та дверь не закрыта? Ключ там мы подобрали. It's locked, all right. Да я понял, да, спасибо. Мало ли. Может он универсальный. Этот ключ. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. А чё ты боевую стойку-то принял? Подожди. Ну, тут, я так понимаю, стал сообщить какого-то? Оглушение. Можно укусить. Эй, тихо ты мне. Ага. О, а с тебя можно кровь пить? Ну-ка. Да-да, я тебя выпью. There's a strength I never knew I had. Молодец. Так, нажмите 2, чтобы применить новый край. А ты можешь на него сверху спрыгнуть, не? Понял. Так, а пока я пью кровь, меня не трогают, не? Стой. Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Ау. А, у тебя... А, у вас стамина, сука, есть, нихуя. Да умирай ты, блядь. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Да-да-да, не человек, а что-то как-то неудобно, не со всеми врагами. Хулекс. И зачем нам сюда? Так, ну по идее вампиры не могут зайти в дом без приглашения, если уж на то пошло. Потом не могут зайти в глубокую воду. Вроде как. Тут я не знаю как, конечно, но тоже разберемся. Пам-пам-пам. Я не думаю, что он умеет плавать, так что проверять не буду. Состояние стабильное. Да, что-то видел, тут еще за состоянием в районах надо будет следить, лечить кого-то. Но это все в будущем, так понимаю. Карантин связан с эпидемией. Мероприятие можно только помочь письменного местных врачей. Изменить только после этого. Нарушение называется штраф. Угу, удачи. Что тут у нас? Что-то тут как-то для лутинга маловато всего. Я думал, тут всякой фигни полутать можно прилично. Ствой важно, тоже королевство место. Ну это что-то времена Первой мировой вроде как. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. О, это может For what happened помещение. to us. Хоп, крыска. I can't believe I'm doing this. Да ладно, что такого? Шиллинги. It's locked. Спасибо. It's locked, all right. А их отпирать-то можно будет потом? Ты же вампир, пролети сквозь. Жух. The dizziness from the jump. I can now control it. Голова не кружится после прыжка. Так, ладно, это все закрыто. Жух, жух, жух. А, на это стамина тратится. Окей. В принципе, ладно.
What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Да, это начало игры, чувак. Разберемся в будущем. Шиллинги. Так, а на shift тоже стамина. Понятно. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Без понятия. Есть что полезное? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. А, это та тетка из дома, да? I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Да я тебе говорю, это тетка из дома. Чутье. Fresh blood. The smell is so strong. Мне же не обязательно туда идти. Правильно, не обязательно. Алюминиевый осколок масла. Короче, крафт, да? This is a slaughterhouse. Чего ты взял? Тут ништячки. It's locked. А It's locked, all right. как открыть? Ты мне скажи лучше. Я так понимаю, тут ну, открытого мира тут, конечно, навряд ли завезли. Но типа уголки обследовать, по всей видимости, можно. Допустим. А в бочках что-то может быть, нет? А ты не бьешь? Что там? Something dire must have come about. Без понятия. Так, ну мы туда, куда нам надо, пока не пойдем. Надо тут все изучить, смотреть. Оп, что там? Порт. А почему тут нельзя спуститься? Зашибись. В каждый дом тоже зайти нельзя. Понятно. А, не долетишь, понял. Так, плакатик. Город тебе. Требуются волонтеры. It's locked. Не заметил. А, то есть мне в этот дом, что ли? Так, мы вернулись. Да, мы вернулись. Вампирская еще что-нибудь тратить? Where has everyone gone? Реально, куда все девались? Я так понимаю, мне сейчас придет к тому дому. Карта. Порт. Приблизить. Уйди. Да уберите нафиг. Подожди, а где... как интересно, сука, все. Столько вопросов. Я так понимаю, бегать можно по району, поэтому пока да. Да? Побегаем, чё. Было бы тут еще что-нибудь интересное. Лутецкий какой-нибудь. Ну, увы. Что есть? Заперто. I cannot enter. Как скажешь. Ну, я, короче, понял, типа в другие районы в любом случае только по прохождению сюжета проходы будут открываться.
Ладно, ладно. Что там, что там, что там? That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. О, ля, люди. Так, а это я... Я так понимаю, тут, в принципе, небольшое. Ладно, пошли. Погоди, это... Что тут? Очень интересно. Погоди, это разве тот дом, где была открыта дверь? Королевский флот. Блин, тут можно ориентироваться по этим плакатам. Так, ну тут я был, да. Тут где-то была открытая дверь. Это закрытая дверь? Вот открытая дверь. Это ведет туда же... I will return later. Ладно. Сюда, так сюда. At last, a little life. Здрасте. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Not long ago, this Тебе переодеться на самом деле. Поговорить с местными. Ну, бармен знает все. Oh, God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a Согласен. drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Что это за место? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Окей, как скажешь. Так, а ты кто? Good evening, sir. I Здорово. wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir.
Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Окей. I'll leave you to your bottle then. Так. Мне сюда можно, да? Ну, тут ничего взять. Здрасте. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only There's see нет one никого. customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Допустим. А чё, все? 3 человека? Ладно. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Стоять. Are they stupid or something? It's locked. I've been to India. Просто убедиться. Так, он сказал в первую дверь, да? No place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Опа, в комнате вампир. Да, был. You might as well come in, whoever you are. Может, другие комнаты посмотрим? Slowly, vampire. I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. Ага, а чё мне мешает на тебя сейчас накинуться? And who might you be? Подробнее. Чё? Доктор Эдгар Суонси? Качество крови. Ох, ёпта. Подсказка заблокирована. Все заблокировано, а чё? Ёпсин-мопсин. Переутомление. Да, тут же еще надо будет лечить, типа, всех, все такое. О, бля.
Стабильно, здоровый, тяжелый, стабильный. Ладно. Я не знаю. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Я жертва. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Пиздишь, сука. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Да ты заебал. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Возможно. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Все? Ты что-то не договариваешь, блядь. Блядь. Так, ладно. Тогда ведь о шиллинге с коммунизмом. Сука, где эта баба? Она съебалась. Please, leave me alone. Ах ты говнюк. What's coming to them? Так а тут It's locked, all right. только одна комната наверху, бля. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I Да have a few виделись уже. questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God,
his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Подсказки, личная информация. А, 2700. За доктора и то больше давали наверху. Ничего не болеет. Окей. А с тобой? Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Has anybody... Can't say. This isn't... I don't... I'll leave you... Так, допустим, а чё больше? Окей, ладно. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Логично. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Отсюда никак. Are they stupid or something? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Смотрите, лодки. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Это не Уильям. What's this? Some sort of note. Джим Маккалум. После кровососа найти створ, внимание, судя по нему, вампир очень агрессивный, то есть проявил осторожность, понятно. These men, they're a company of professional vampire hunters. This man was Да, но armed. заметно мне. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Окей. Blood
And empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Бля. Там же охотники, ёпта. Нам обязательно туда идти? Я так понимаю, револьвер у нас пустой. А как беззвучно? Нихуя себе беззвучно, блядь. Да. А контрол? Так тут нет, тут стелса. Чё за наёбка? Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. You ever know McCullum to be wrong about anything? А ящики вообще отмечаются, которые можно облутать или нет? All the more reason to shut Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, О, бля. over there! There's one of them burning! Давай, до свидания. Бля, не посмотрел, можно... Ах. Нет, вампирское чутье не помогает в этих, блядь. В лутинге. Херово. Чё? It's locked. Некоторые враги истощают определенным видом урона. Сопротивление к дальнобойному. Ближний бой? Чё? Окей. Чё за спрятать? Ты. Понял. Уйди. Так. Пацаны, у вас тут сколько? Давай ты меня не видишь. Как будто. Да как это работает? Сука. Я тебе, блядь. Ну да, их останки вообще никак нет. Обидно. Я думал, они хотя бы в чутье будут подсвечиваться как-то. Если предмет, который можно облутать. Вот как тебе незаметно подойти? Скажи мне, пожалуйста. Как оружие дальнего боя? Да, что за бред? Как оружие дальнего боя использовать, сука? Г, подожди, Г. Как поменять Т, Г, Т? Да хули вуа, скажи, как оружие используют. 3. На чё? На Т, на Г, на Ф, на Р, на Е, на чё, блядь? Ну, это... Как стрелять надо? Да ты заебал. Может его поставить? Ну, оружие огнестрельное. Как тебя использовать?
Блядь. Активный правая рука. Мачете. Левая рука. Менять так. Да пофиг пока что. Обойдемся без огнестрела тогда, что? Коллекционный предмет. Чё? Да? Кто-то из... Что... Гранаты, белый фосфор. Нихуя себе. Бронежилет, огнемет. Интересно. Допустим. Ой. Надеюсь, мне не сюда, мне тут полутать. А лутать тут ни хера. Стой ты, блядь! Залети еще. Подожди, как у меня? Ой. Старая лупара. Don't come closer, sir. Почему? Over there! Ты каким... Чем ты меня ударил, блин? Хуя себе. Так, ладно. Где еще враги-то и пуш? Это чтобы найти убежище. Но оно наверху. Убежище. Можно отдохнуть, потратиться за предметы на рабочем столе. Окей. Пополнить все. Пачки. Так, что можно создавать? Изготовление лекарства, сыворотки, детали. Для больных горожан. Нажмите да. И правда, сука. Ну, улучшить. Чё? Угу. Так. Ну, допустим. Или. Носимый урон, уменьшает расход выносливости. Давай расход выносливости. А в смысле или. Ну я понял, что что-то одно, Ну ладно. Точно или? Может, ну ладно, не буду. Тут что? Сколько выносливость? Ни хрена скорость атаки. Что там? Давай 3 единицы глушения. Да, у меня нечем. Ну ладно, пойдет. Что тут у нас? Можно переработать. Бутылка алкоголя. Часы. Давай переработаем. Сыворотки лечения. Хинин. Хираси. Ладно. Так, что тут? Ну дай сюда, чё? Ну ладно.
790 опыта. Есть ничего потратить вообще? Тактический организм. Получает запас здоровья, укус, повышает урон от укуса в бою. Получает запас крови, получает объем крови. Оборонительный. Ебать, сколько всего, пиздец. Давай 50 здоровья. Сколько стоит? 300. Найс. Состояние организма. Окей. Спасибо. 190 единиц. 3 сотки. 3 сотки. Ладно, хрен с ним. Окей. Че? В смысле, следующей ночью, блядь? Не понял. Подожди. 300 от переутомления. Ну, тут, ладно, я никого не знаю, хрен с ним. Не думаю, что это пока на что-то повлияло. Кроме того, что походу противники все возродились, да? Да что, в натуре возродились, что ли? Сука! Подожди. Ну ты уебок, а? Да заебал, на. То есть противники возрождаются? Это что, Dark Souls? Какого хуя? Так, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. А, ну то есть ты его не убиваешь, да? А опыт за вас еще дают, да? Ну, допустим. Так, сука. Ну, геймплей такой странный, однако. Я так понимаю, тут еще не автолевелинг, типа есть локации, в которых противники гораздо сильнее. Где? Бам-бам-бам. Почему нельзя накинуться на противника сверху? 5 единиц опыта. Бля, вот эти механики с кровососанием, это посос какой-то, блядь.
Не, ну... Короче, очень интересно. Ладно, нам один хуй сюда. Короче, я теперь понял. Я знаю то, что типа на хорошую концовку нельзя убивать обычных неписей. Fresh blood. The whole building reeks of it. Ну, типа забирать So strong it makes me у dizzy. них кровь, так сказать. Ну, столько опыта. По 5 опыта за это пиздец. О, топор, ебать. Старая коса, двуручное оружие. А, ёбаное парирование. Блять. Давай, чё там? Урон больше, вынос, ёб твою. Давай попробуем, посмотрим. Может, с двуручным-то попизже будет. This place reeks of bloodshed. William, please stop. Just a sip, I promise. This creature is bedeviled. I must put it down. Здрасте. Dark Souls, ебать. Пошел ты нахуй. Козел. Ох, ебать мой. Да что ты, блин. Сука. Это пиздец. Не, ну были бы какие-нибудь, ну, типа, сильные атаки, было бы интереснее, что ли. Блять, 3 раза ударил. У ворот 3 удара. Сука. Не, ну понятно, что дальше по-любому будет сложнее, но, блин. Это... Так, ты там сиди, блядь. Отдыхай. Тут полутать надо. Может, что-то в этих бочках есть все-таки? Тут есть что-нибудь? Ну окей, двуручным бьет медленнее, выносливость, понятно, больше расходует, но урона больше. В битве против одного противника, мне кажется, двуручный более эффективный. Ну ладно. Поглядим. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Нихуя себе. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Да, вот и поговорили. И этот уже отъехал, да? By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Ты тут какого забыл? Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Как скажешь.
Почему у меня какие-то метки на карте? Чё за... Да, стой ты, блин. Убери. А. Чё это? Маркер игрока. Нахуй мне надо? А, ну в принципе, если это все, то не такая же большая карта на самом деле. Все, нет, ничего. Зачем тебе образец крови? Ну ладно. This poor creature can't be my maker. Образец. Ага. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Окей, поехали. Только не говори, что весь путь сейчас надо будет таким образом. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Как будто у тебя есть выбор, бля. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship.
Это конец пролога или первой главы? Я вот это не понимаю. По всей видимости, это пролог. Без понятия. Блин. Еще помечали, глава такая. Эпизод такой. То так вообще не понимаю. Ладно, хрен с ним, по времени просто буду тогда распределять. Dorothy Crane. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. А он в вампира не превратится случайно? Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Может, ей помочь? Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Окей, чё? I'm free to go, ебать. На, глава 1. Допустим. Тут ничего нет полезного. Кто это пизданул? Сю, хули про... Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Зачем? Может, он мирный. Тебе можно помочь? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Окей. Я не хочу пить кровь, Сю, блин. Зачем? Может, это... Окей. Как его в больницу отвезти? Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Так, эй, какого хрена? Уж это как обучение. О, нажмите, что... А. Ну, отпусти. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Все, ты выздоровел, что?
Тебе тут лучше станет, что ли? Это довольно странная шляпа. Я понял, что можно было получить опыт, но... Не, надо пока. Whoa, I feel giddy. What happened? Подожди. Ты ничего не болеет? Серьезно, блядь? Ничем не болеет? У него колотая рана в животе. Росомах, наверное. Хуй. Чё It тебе? is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Ты заебал. Не имею в виду этот голос в голове. Нафиг он провоцирует на какие-то нехорошие действия. Мы пока хороший вампир. Если что, можно же кровь этими противниками питаться. Плюс крысы. Так, я как понимаю, тут можно брать все. Воровства тут как бы как остался нет. Прости нас, доктор, идемте. Да подожди ты, идемте. Дай мне тут все смотреть хорошенько. Так, я полагаю, меня же отсюда никуда пока не пусть тут. Только, наверное, какие-то зараженные зоны, там враги будут. Хуя у тебя ноги. Нихуя ты. Нормально. Чё? Заперто. I cannot enter. Туда вообще нельзя будет зайти или чё? Чё? Это мы видали. Так, ну ладно, дальше госпиталь я, пожалуй, все равно пока уходить не буду, наверное. Нет смысла. Сюжет все-таки. Побочки тут явно тоже есть. О, найс. В мусорках можно копаться. Мест нет, бла-бла-бла. Мест нет. Понятно. Ого. Я в другой район, что ли? Так, ладно. Просто ради интереса. Так, а тут где-то убежище? Keep out. Так, я просто лутаюсь. 14-й, нихуя. Ого, не, я, пожалуй, пойду отсюда. Все, добро. Так, ну кровь у меня полная. А за вас опыт вообще дают? I have this thirst for blood. Нет. Ладушки. Типа в больнице все здоровы. Окей. О, шиллинги. Так, это меня в тупик поведет, да? Блин, управление, конечно. Особенно на шифте. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Скали в саду. Сейчас, мне кажется, мне дадут пизды.
Сука. Отъебись. Эй, блядь, хорош. Ну, бля. Это, сука. А, да. Жди, бля. Бля, выносливость, конечно, восстанавливается. Пиздец, как долго. Засранец. А мне как-то можно удары блокировать, не? Опыт. Не густо. Чего? 15 опыта за троих? Фотография в бумажнике. Милтон и Пипа навсегда. А, ну заметно. Я где вообще? Тут все закрыто. О, блин. Здорово, ебать. Да хуя, ага. Уа! Тихо, блядь. Сучара! Бля. Вот. Да заебал, нахуй. А, ХП устанавливается. Понял. То есть, да, окей, типа за красной черточкой не восстанавливается, только хилится. Как интересно, пиздец. Отнести бумажник его владельцу. Откуда ты знаешь, кто его владелец? Эй, ладно, все равно все в одном районе вроде как. Что-то район-то нихера не безопасный, тут же эти скалы бегают, блядь, скиллы, хуй не знаю. Не до вампиры, по всей видимости. О, туда взлететь нельзя? Почему? Странно. Так, ну ладно, мы типа побочку одну сделали, да? Это ведет какой-то в порт обратно. Нам туда надо? О, блядь. It's locked. Почему? Это же типа убежище. Погоди, я... Тут никого нет? О, 10-й. Так, я надеюсь, это один. Давай попробуем. Блять, ты не один. Ты тоже 10? 11. Не, нахуй пизду.
жопу погнали в этот больницу. Чё за... Ходите на улицу. Спасибо. Тикс. Так, а где это? Вот это вот, да? Эти уже отсюда свалили, допустим. Чё, пошли? Чё стоишь? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Да я работаю. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you. А, Милтон, это носильщик, а у нас как раз за него Dr. Swansea insisted we фотография. provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Не особо. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Okay. Thank you, Nurse Crane. Так, найти... Ага. Где Милтон? Милтон... Ты Милтон? Ты Милтон? Good evening, sir. Нет. So it is true. Ты The доктор? famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Окей. Медосмотр. Нахера мне тебя идти в жопу? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed.
This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What is the... This hospital... It's more... Don't be... Нихуя ты загадочный, блядь. Goodbye, Dr. Tippett. Так, окей, ты не тот, кто мне нужен. А как тут, блин, хотя бы неписи отмечались как-то? Типец. Сколько тут вообще народу? Подожди, можно же посмотреть, не? Чуть больница. Где ее найти? Мать. Качество крови. Ты мне скажи, где лучше найти? Да. О, иди сюда. Ты, стой. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Sure. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Как скажешь. А какая мне подсказка насчет тебя-то была, я не понял. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так, погоди. Типа открылась подсказка насчет доктора. Где он? Вон. Это так работает, как я понял, или нет? Сейчас новая ветка доступна, как они сделали. Dr. Reed, any... Вы измотаны, Ву. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more, unto the breach. А чё он таким тоном, Таня? Подожди, чё? Надо смотреть подробнее. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. You're exhausted. No. You've nothing... I am Окей. Хуй с тобой. Бывай. Goodbye, Doc.
Так, интересно работает, но я не понял. Я понял то, что типа из этих подсказок типа опыта за них можно больше срубить, но я этой фигней пользоваться в принципе не буду, потому что я пока неписи не вижу смысла хавать. Здорово. Ты Милтон? О, ты мне нужен. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Круто. Это самое. Да. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ты странный. Yeah. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Логично, логично о работе. So what do you do exactly in this hospital? Бля, на самом деле диалоги не такие уж прям долгие, я бы сказал. Too long, I guess. Не дольше, чем в том же I bring sick Ведьмаке. people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Конечно, это типа всякая такая болтология, но я не думаю, что персонажи прям так могут запомниться. Ну. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Да я уже нашел твой бумажник, что-то. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Да, никто не спорит. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. А как так? То, что это последняя подсказка. Охренеть. Так, что у тебя I'd like есть? to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Угу. Так, это мое, да? Почему я тебе не могу ничего продать? Ой, хер. Нет, тогда я лучше все разбирать буду. Что ты вообще продаешь? Дробовик Милтона. Я пока с дурочкой побегаю. Наверное. Надо выносливости больше. Прям как в Dark Souls, сука. О,
Найс. Так. С кем он там мутит? Я что-то не понял. С Пипи, Поппи. А где она? Кто она? Это, я надеюсь, это не старая медсестра мне-то. Чувак. Хотя любви все возраст покорен, да? Так, это ж не ты? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Надеюсь, это не ты. Ты? А. Нет, это другое. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke А, у years тебя ago. с доком Dr. Tippett does там, not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Да я чё, я не осуждаю. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Допустим, доктор, где доктор? С ним тоже, наверное, можно поговорить. Бля, за диалоги, кстати, тоже нехило опыта, походу, капает. Еще бы знать, где они все шароебятся. Тут явно никого. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Окей. Так, ты Типпетс, иди сюда. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed. Ладно. Goodbye, Doc. Goodbye, goodbye. Так, у меня комната на втором этаже. Ух ты, сколько тут. Ты кто? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been Pippa. introduced yet. My Okay. name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Да я Reed. наслышал. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Как сказать? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Бля, я надеюсь, тут не надо будет с каждым пациентом еще общаться, ну, по крайней мере, здесь в больнице, а то это... Ага. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. Чё ты в But камеру we do our best смотришь? to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Какие еще тут подсказки? Goodbye, Nurse Hawkins. Ай, чё мне от одного к другому ради одной подсказки бегать? Чё тут?
Японский бог. Попадает чеснок, никогда не решает сейчас, бла-бла-бла, об этом бла-бла-бла, просто ничего более. Носить чеснок. Так вот, с вами тоже разговаривать, вы чё? Здорово. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. Да все не так уж и They still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Никаких обид. Goodbye for now, Mr. Elwood. Тебе чем-то по-любому же можно помочь. Я так понимаю, с лежачими, по крайней мере, пациентами не обязательно разговаривать. А где еще деваха тут только сейчас была? Так, ты, тебя я помню. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Тут еще пациентка вампир есть? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Как скажешь. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor.
What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Блин, тут как бы немного, наверное, не то, что раздражает, просто, как сказать, не надоедает. Не знаю. Короче, то, что главный герой постоянно... Не так, короче, как в Ведьмаке, там в том же, то кадры меняются. А тут он просто статичный и все. Have you made friends since you arrived? Not really. Не знаю, почему But I я именно recognize Miss сравниваю игру Harriet с Jones. Ведьмаком, но... I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Просто статичность вот это немного. Goodbye, Mr. Hampton. Довольно-таки странно. We'll talk again later. Даже там в Mass Effect'ах тоже то герои показывают, то с кем он разговаривает. Так, мужчина, ты с кем тут... Во, кто-то тут вампирша, по всей видимости. Ты, Сю. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Сука. Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Как скажешь. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Слышь, покажи зубы свои, клыки точнее. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. Ну нет, клыков не видать. I can leave whenever I want.
As a woman, a spirit, fog, or bat. Летучий мышь. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ладно, фигня, сейчас разберемся со всеми диалогами в больнице. Я так понимаю, в каждом районе будет с кем поболтать на самом деле. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. А может, она правда что-то знает? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? И не поймешь, беда у нее с башкой или... I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal... Королева тьмы. Сука. Ай, бля. Так, с этими явно поговорить не надо. Подожди, сейчас, пока я не забыл, надо до этого, до торговца добежать. Так, с тобой поговорили, с тобой тоже. Вот тогда. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Это было. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Okay. Goodbye, Milton. Так, допустим. Больница. Чем не болеет? Ничего не болеет, ничего не болеет. Да что они в больнице тогда делают, блядь? Ладно, врачи, медсестры, а пациенты-то как они ничем не болеют? А, ну хотя это наоборот, по-моему, зашибись, потому что мне бы пришлось лекарства, наверное, для них искать. А ты кто? А, Дороти. А это что за район? Не грыжа. Сколько тут всего районов? 4 района, да? Еп. И всех надо будет это самое в порядке типа держать, да? Тяжелые. Допустим, так. Сейчас чекну еще с тобой. Я уже что-то не помню насчет кого там давали подсказки, мне кого не давали подсказки. Измотанный студент. Goodbye, Dr. Tippett. Мне бы еще узнать тут полный персонал, так сказать, больницы. С тобой ни о чем. Good evening. Good evening. Личнее. Угу. Понятно. Goodbye, nurse. До свидания. Так, сейчас побегаем по первому этажу, посмотрим. Так, ну тут нету ничего. Опа, ты кто такой? Японский бог, сколько вас тут? Good evening, Doc. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed.
Окей, поговорим так. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. Не, ну хоть какое-то разнообразие, теперь за только главного героя не may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Допустим. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Fiddick. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Ладно, диалогов можно тут, наверное, подустать все-таки, на самом деле. Goodbye, Doctor. Давай, удачи. Такс, с кем тут можно покалякать? Ты еще... А, так ты... What can I do for you, Doctor? Thank you, Nurse. Кто такой Фидик? Фидик, вон он сидит. Ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Чё ты пизданул? Слышь. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice.
the benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Who was that? No one. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Логично. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Пошел ты. Thank you for your time. We'll talk later. Так. Ещих, сколько вас тут? 50. Здрасте. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you?
Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ну, типа, да, логично. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Понятно. Goodbye. Goodbye. Так, ну опыт. Капает потихоньку, неплохо. Чё болит-то? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? Тебя вампир укусил? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Меня уже кусили, падла. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How so painful. I'll let you get some rest, then. Good evening, sir. Good evening, Mr. I'm okay. How so painful. I'm not really. I see. Yes, mate. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okay. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Ладно. How can we be sure we're making a difference? Так, ты, будущий однорукий. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work
and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Так, и как тебе руку вылечить? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her. Так, докторята. Так, ладно, у нас вроде ничего не открылось. Пошли с этой поговорим, которая бабки за полото взяла. Так, а тут еще есть кто? Чё там? Местные, понятно. Так, ты иди сюда, блин. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Не понял. Не понял? Goodbye, now. Может, с этим поговорим? Подожди. Кто бабки-то взял? Ну-ка, стой, блядь. Сю. Good evening. Good evening. Не понял. Goodbye, Mill. Подожди, как подсказки, посмотри. Переутомление. Средства от переутомления у меня нет. Так, информация. Какая-то медсестра взяла. Ты что? Информация. Это не то. О! Так. Не понял. Такой. Ну, с ней поговорить, а где подсказка-то? Чё она не открыта? Она может в каком-то из вариантов. Где она? Иди сюда.
Good evening, Nat. Good evening. Pepper. Yes. I have. The rules say I... Is he? Hey. Это не то. It's... Это не то. How long? We're long in. You'd be. How it? Not well. А где это? У меня же есть какая-то подсказка. Какого хрена? Подробней. А диалога-то об этом нет? Странно. Ну, две подсказки. Ай, ладно, хрен с ним. Может, баг какой? How? No. Milton's... I don't... Странно. How long? We're long in... You'd be. It's... You. Nurse Hawk. I would... Непонятно. Допустим. Так, а кто у нас тут? Только один больной, да? Переутомление. Так, еще одного доктора. Еще 3 человек не нашел. Хуй. Так, ну тут еще есть места. Типа склада. Что это? Опа, это шорткаты. О! It's locked. Длинное письмо. Здесь похоже. Квартале много больных. Заводе. Общая сестра по Люси. Это же подсказка. Пиппа Хокинс. Ты кто? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. А, это ты? Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Goodbye, Nurse. Текс. Так понимаю, 3 оставших человека на... Так, с тобой болтал, с тобой болтал, с тобой болтал, с вами болтал, с тобой болтал. Не знаю, может кто-то снаружи есть. Ну ладно, погнали на 3-м этаже. Ой, на 2-м этаже посмотрим. Так. Ух ты ж, ёптать, сколько тут всего. О, тут есть 3-й этаж. Зашибись. Так,
I cannot enter. Ага, понял. А где еще-то 3 человека? И, кстати, этого, которого мы вначале не укусили, он типа... Его тут нет. Хм. Ух. Старая пила. Элвуд, мужчина. Понял. Ага. Это дает подсказку? Угу. It's locked, all right. Да, я понял, спасибо. It's locked, all right. Научите меня замки взламывать, или блядь? Так, ладно, надо к этому Келвуду. Пошли сгоняем, поболтаем. Good evening, Mr. Evening. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. Сучара. В смысле? Блядь, натуре. Why Come on. Beauty says Mr. Эх ты ж. Ладно, понял. Тут еще правильные варианты надо выбирать. Вы что, охуели? Нихуя себе. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Ну ладно, один хуй дохуя опыта не дали. Еще одна подсказка осталась. Не. Goodbye for now. Подожди. Блин. Нет, ты. Good evening, Miss. I need blood, Doctor. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting.
Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Ебать, вы странный, пиздец. I'll leave you. Давай. Удачи. Так. А где... Кто это? Нет связи. А у вас есть связи. Да. И у вас. Чё? И у вас. Угу. Ну у вас понятно. А, и у вас троих связь. Хи. Где вот этот типок? Еще один доктор должен быть. Два типа. Где они, блядь? Сука. Пойдем посмотрим под мостом. Может, этот тип, которого мы... Вон там, наверное. Где ты? То есть тебя в больницу так никто не притащил, да? Без понятия. It's locked. Я так понимаю, нас научат же потом взламывать. Locked. Unlocked. I cannot enter. Да это я понял, погоди, а где, что это? Торговка. Торговка. Там же торговец. Убери. Тут, значит... Да еб... Такая неудобная карта. Туда меня не пустят. Whitechapel. А там я был, не? Хочу туда сходить. Я просто не хочу пока по сюжету особо продвигаться. Понятно, что надо, но мне пока интересно. Тут, короче, чем больше опыта заработаешь, тем быстрее. Короче, чем больше опыта зарабатываешь, потом его весь тратишь. Потому что тут как бы, я так понимаю, после каждого сна, типа ночь проходит, наступает утро, раннее солнце встает, да? Но прикол в том, то, что типа события тут как бы обновляются. Типа кто-то может заболеть или еще что-то. О, блядь. Главное, чтобы мне тут пизды не дали. Проходит. А, так... вон оно что, подожди. Иди сюда. This is despicable. Да забей. Сейф? А в сейфе большая банка таблеток. Так, а если я буду так перемещаться, меня же не спалит? Подожди, вообще куда-то не туда получается. Нет, я хочу туда. Кладбище. Это не то место, куда хочется попасть. Портсигар, патроны. Так ты какого? 15-го? Ну я так понимаю, мне сюда рановато, блять. Я пошел в жопу, блять. Нихуя. Блин, по одному бы я, может, с ними схлестнулся, но ебать их тут пиздец. 16-й, блядь. 16... Ты какого? 14-й, блядь.
Блять, я съебаться отсюда смогу, если что? Подожди, куда мне, по идее, бежать? Понял. Здрасте. Пошел нахуй. Тут закрыто, блядь. Пиздец. Пацаны, идите нахер. Сука, нихуя себе, блядь. До свидания. Вы чё, ебать? Не-не-не, нахуй. Крыса! В спину, блядь. Москва воронишь, хуй догонишь. Все, ебать. Охуеть. Может, мне просто не в тот район? Тут особо-то вроде делать нечего. Погоди, я могу, блядь, могу вернуться в порт, допустим. Как туда лучше пройти-то? Так, значит, противники ресаются тоже после каждого сна. Окей. Опа, тут у нас... Нет, мне вон того типа покажи. 9. Вот с этим еще, наверное, можно побороться. Да, блядь. А, туда нельзя в натуре. И туда нельзя. Так, ну ладно, это карантинная зона, это я понял. It's locked, all right. Там, по всей видимости, должно быть убежище. Так, товарищ, давай попробуем, а? Поборемся. Сучара, а? Да ёб твою. Да ударь ты, да? Бля, ну это, конечно, выносливостью долго так можно с ним. А, ну то, что он еще 9 уровня, конечно. После каждого укуса у него выносливость еще восстанавливается, нихуево. Это довольно странно. Так, ну ладно, тут жить можно, в принципе. Просто пока исследовать локацию. Чуть-чуть опыта тоже, наверное, можно подзаработать, да плюс залутаться. Так, окей, тут переход в другой район заодно есть. Так, сюда нельзя. Так, не, по одному, чуваки. Вот, сука. Блять, что тут... Дальнострел, блядь. Не, да, давай, блядь. Иди сюда, блядь. А чё чутьё чё не работает?
До свидания. Так, тут что-нибудь еще интересное есть? Так, нет, это обратно в больницу. Ну, чё бы тут не осмотреться? Хотя, мне кажется, я тут был. Ну да, я отсюда пришел. А здесь у нас... Что там было? Да. Флакон духов. О, мне кажется, сейчас тут можно шорткат к больнице вроде как открыть. Если я не ошибаюсь. Дурак! Ебать ты пиздец! Да, сука. Петушара. Подожди. Не, выносливости вообще не выгодно снимать, слышь. Сучонок. Пиздец. Ебать. Тут контрольные точки есть вообще? Бля, неудобно, сука. Если хотите быстро набрать силу, пейте кровь жителей Лондона. Да дохуя, ебать. Опа. Так, той... Опа, у меня крови нету. От слова почти совсем. Так, это какого 11-го? Окей. Подожди. А, ну все правильно. Так, вот так не надо, блядь. Подожди, пацаны. Не, вот двуручка против нескольких противников хуёво работает. Да ты заеб со своим факелом, падла. Себе нахуй. Так, давай. Да блядь! Ебать тебе стамину снимать, это пиздец. Сука. Ебать, чё так мало стамины, вы угораете? Это да, вообще на чем. Подожди. В бою можно менять оружие. Так-то да. Подожди, а это чё? Вон, понятно. Понятно. Давай так попробуем, а? Бля, еще бы здоровье восстанавливало в свое время, было бы вообще охуительно. Сучара. И чё ты ждешь, блядь? Ствол убери. Чё, пей давай. Ха. Ща, погоди.
Умри, бля! Ладно, урона меньше, но так хотя бы пободаться еще можно. Просто двуручка еще не прокачана, можно было бы на уменьшение потребности выносливости вкачать. Тут есть что-нибудь интересное? Так, я туда ходил, там меня уделали. Так, тут еще двое. И там должно быть еще двое. Фак, ладно. Блять, что больно близко стоит. Не, одного надо завалить. Сучара. Сука. Да ебать тебя в рот твоим факелом нахуй. Да петушара, умри нахуй. А чё у тебя выносливость-то снилась? Да, боевка интересная, похожа на что-то. Я бы даже сказал, смесь чего-то с чем-то, но, блядь, не всегда удобно, сука. Так. О, да. Я тебя нахуй, уёбок. По одному давай. Заебете с вашими факелами. Да ебать. Ку-ку, ёпта. Сюда иди. Тут гандал. Нормально, нормально. Так, теперь еще бы этого выхлестать было бы вообще заебись. Не, ну, кстати, хорошо, что не добавили фигню, типа, на месте смерти подбирать опыт, блядь. Это было бы прям вообще. Так, мне кажется, то, что в этой стороне должен быть шорткат к больнице где-то. It's locked. Да, я понял. Не знаю почему, но мне кажется, что да. Да, вон ворот. Это вроде как шорткат, но закрытый шорткат. А это вообще какой-то другой район. Туда я пока не хочу. О, стой, стой, стой. Хинин. Опа. Что это у нас? Шиллинги. Так, это я где? Угу, понял. Стой, 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 стой. Блин, они подсвечиваются, эти предметы, но когда быстро пробегаешь, не всегда замечаешь. Тут все позакрыто, что за прикол, блин? О, это открыто. Прикольно. То есть здесь открывается. Хм. Так, там на той стороне тут ушлепок, где? Ладно, давай матч-реванш, блин.
ты, блядь? Вот сучок. И хуясь еще уклоняется, блядь. Я тебе, блядь, тихо ты нахуй. Да, блядь, 2 удара, сколько ты делаешь, хуй поймешь. Пошел. 5 опыта за противника, это хреново. Да, такими темпами. О, большой нож. Чё это, чё это? Клей? Чё это? А погоди, у тебя же... Да, это ты. Твой нож, сука. А, он хороший. 58. 58. А, это он и есть. А, это не. Урон больше. Урон это, конечно, хорошо, но вот выносливость 50. Да, выносливость, конечно, допустим. This is an impressive knife. There's a name engraved on the metal. Clay. What kind of man puts his name on a knife? Без понятия, но я понял, чей это нож. Да, только с ним, по-моему, поговорить-то еще нельзя. Добро. Так, ладно, погнали, чекнем, что тут у нас за район вообще следующий. Ну, это типа порт. Ну, типа куда... Какие тут противники. Блин. Четырнадцатый. А ты один? Скажи, что ты один. Блин, ты не один. Ладно, пацаны. Ох, ебать! Босс, прикольно, блядь. 16-й, нахуй. Не-не-не, нахуй иди. Отъебись, блядь. Пошел в пизду. Не-не-не, нахуй. Все добро, блядь. А чё? Все, я отступил. Ну, нахуй. Не хватило на то. Нихерово. Ой, ладно, пошли на крысах похилимся. Так, а я тут никак не пройду. Может, мне пока, наверное, какой-то ключ дадут универсальный, чтобы всякие двери открывать, сундучки там, не? Мне кажется, что да. Ладно, хрен с ним, пошли по сюжету тогда. Так, ну нож Клея окей. Все, я в больнице. Ну, пойдем попробуем поговорить с ним, хотя я думаю, навряд ли можно. Его же сначала должны привезти в больницу. Как-то долго его ведут, на самом деле. Клей, где ты, блин? Кто бы сомневался. Ладно, я не знаю, где тут еще 3 неписей можно найти. Это понятно, это все те же. Ладно, погнали в кабинет. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin.
Погоди, а когда меня завалили... А, нет, нормально, я же, по идее, был в другом месте. Конах. Как интересно, пиздец. Правильно? Это далеко вообще? 200 метров. 200 метров куда? Угу, обязательно, блядь. Сейчас прям я туда разбежался. Прекратите слежение. Нож. А это где? О, это рядом. The flower's dying. It needs water. Полей. Так, ладно, тогда пойдем посмотрим, кто шпионит за этой Бабеллой. Чего? Я их не ставлю, что за бред? А, в этом районе, в смысле? Ну, сюда вроде зайти нельзя было. А, теперь можно. Прикольно. Ты кто, ебать? О, нормально. Здорово, пацаны. Сучок. Стрессовый тренинг прошел. Угу. Местный командный пункт. Ты что, издеваешься? Да меня там уделают, мне кажется. Давай попробуем хуйню. 100 метров. Не, тут они, сука, 15 уровня, блядь. Ты какого? 18-й. Угу, до свидания, блядь. Не-не-не-не-не-не-не. Нахуй. Что, лучше сначала с ней поболтаем, наверное. Подсказка-то открыта. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, не пить кровь этих прям, ага. Тетя. Good evening, Miss Howcroft. How are you? I need blood, Doctor. Tell me, Thelma,
What do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense, now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Как скажешь. I'll leave you. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with fever. Ладно, в любом случае надо цепочку основного квеста продолжить. И отдохнуть, наверное. Текс. Можно переработать. Можно продать, конечно, но можно и переработать. А переработать все слабо, блин. Сука. Погоди, они одноручные. Скорость атаки. Быстрее. Бляха. Чуть можно? Че? Ладно. Нифига. Старая пила. Где хорошая пила? Часть обычную рукоять. Ну, сука. Часть, блядь. Тебя тоже нельзя, да? Ай, ладно, чё лучше нельзя? Образец, да. Обезболивающее средство. Во, мне вот эти штуки нужны. Давай, средство от переутомления. И хинина нету, вы чё, вот ты, сука. Ладно, давай. Сыворотки. Сломанные. Ну, давай одну сделаем. Средства от бронхита, пневмонии, сепсис. Шиш. Это мне типа потом надо будет таскаться с каждым лекарством хотя бы, чтобы было. И то... Ага, ну я понял, ладно. Сыворотки мне одной хватит, наверное, пока что, да, я больше не могу ничего. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Подожди. То есть переутомление я тебе могу дать, да? Средства от переутомления. До этого я не дойду. На этому можно. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay.
Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ну да. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. How painful. So painful. I'm sure. Not really. I see. Yes, И чё, лекарства ни на что не влияют? I have to go now. То, что ему типа лучше просто стало или чё, блядь? Восстановление. А, то есть еще должно пройти время. Хуя себе. Блядь, это точно ничего не болеет? Сука, ладно. Мудрено, мудрено. Это, конечно, не мор-утопия, но тем не менее. Бля, до мора что-то так руки не дошли. Окей. Давайте прокачаемся. Наука. Плюс патроны. Ярость. Тактические пикирование. О! А, бронитель. Свертывание. Чего? Кого? А, крови жертвы. А, типа стан, окей. Кровавый барьер. О, Квен ему. Пока не исчезнет или будет уничтожен. Бля, полезная тема. Стойкость. Нось, выносливость. Ебать мой хуй. А это что? 6-й уровень. Блин. Давай что-нибудь еще вкачу. Тоже 6-й уровень. Ну, сука. Урон от укуса. В принципе, блин, запас крови. Объем крови. Вот это тоже 6-й уровень. Да ёпта. Тактические пикирования. Расходит 12, чтобы устроиться в этом месте. Ёп. В принципе, инвиз тоже неплохо, но ё-моё. Может, запас крови или урон. Быстро. Ну ладно. 5%. 6-й уровень. 600, ёпта. Хуй, понял. Ладно, поднакопим, наверное, тогда уж. Тут сколько? Их нихуя. Когти, в принципе, нахрен, блин, что-то ими даже не пользуюсь особо. Блин. Не, наверное, все-таки подожду. Нет. Так, окей. 600. Ну, короче, надо опять копить. Опыт. Что случилось? Улучшается или ухудшается состояние района, состояние записания болезни. Чем больше убивать, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района кажется корректным, хаос. Так, этот вылечился же. А это переутомление. Да где мне столько вам взять от переутомления-то? Тут ничего не известно. Стабильное, тяжелое, здоровое, стабильное.
Ладно. Короче, надо лекарство. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Чё надо? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Окей. Так, погнали с этим поболтаем, ему лучше же должно было стать, не? Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Все еще не хочешь говорить? How? So paper. Пошел. I have to go. Don't waste your time with me. Good evening. Goodbye, miss. Ясно. Так понимаю, в старом морге ты кто? Yes, Doctor. Понял. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. That's all for now, Nurse. Как скажешь, так. It's locked. У тебя же ключ, сука, есть. Окей. Так, это данж. Я-то думал, тут можно типа свободно перемещаться без загрузок, ну ладно.
Старый морг, состояние здорового. Как скажешь. Я так понимаю, тут типа же не все трупы, так сказать. Блять. Ну теперь эта дверь, я надеюсь, открыта. И мне опять придется оббегать все к черному входу, блин. Найс, хоть открыто. Так, я, пожалуй, вот это уберу, чтобы не отвлекало. Блять, тут вообще ничего не подсвечивается. Выше, ниже. Как-то вообще мало лута, блядь. Печально. It's locked, all right. All right. Может, лифт выше застрял? Так, ты говно. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness key will surely grant me access to the basement. Бля, надеюсь, эти типы не будут неожиданно. Это, сука. Я видел, что он к бою приготовился, я не понимал откуда. Опасность. Ебать вы, сука. Так, ладно, подожди. Выносливость немного вкачали, можно, наверное, это сам. Ой, блин. Дай-ка урона побольше. Хинин один. Его там надо до хренища. It's locked. Нах. О, бля. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Че этажом выше? Ебать! Что это было, блин? Не понял. Сука. Блин. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Да, стамина, конечно, вкачал, но недостаточно. Да ебать тебя в рот! Бей, блядь!
Поглощение крови. Чё? Окей, понял. Ладно. It's locked. Да, блядь. Ну так научись взламывать. Йо, товарищ. Подожди, там все обыск? Мужское неизвестное. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Чё? Это еще где, блин? Выяснить причину смерти. Это где? 9 метров. Ну давай. Скрыто. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Эх ты, ссаная докторишка, блядь, говни. Их двоих надо допросить. Понял, принял. Так, а эта дверь куда ведет? Понял. Какое просторное помещение, блядь. Тут босс сейчас будет. На, Джон До. Хуя ты, блядь. Нихуя себе. Ебать мой хуй. Да ты заебешь. А чё? Пиздец. Пиздец. Да заебал. Хорош нахуй. Что за прикол ебаный? Так, это бесполезно. Ебать мой хуй. Да, бля. Сука.
ты заебал. Не понял. Да убери ты нахуй. Чё за пиздец, блядь? Ебать, пиздорос. These skulls can be so ferocious. Хуй. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Да, ебать мой хуй. Ну и бред. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Да, этот босс какой-то слишком, сука. Ну, что ты хочешь тут создать, блядь? Вот скрой. Что тут у нас? Так, переутомление мне там надо было, да? Не знаю зачем, но ладно. Так, эта хуйня тоже пригодится одна. Простой бронхит. Чё по оружию, блядь? С обычных рукоятей. Тут такая же. Давай вот. Смысл только тратить на это выносливость минус. Больше оглушения. Угу. Да ладно, меньше выносливости пускай будет. Фак. Да, в принципе-то и урон насрать пока что. Так, пускай. Чтобы выносливости хватало, то как-то за ней особо тут не получается следить на самом деле. Блядь, ты хули, сука. Так, ты иди сюда, да? Чё ты? Пиду. Тебе. Да ты заебал. Ну бей ты его, ёб твою, пиздец. Ебать нахуй. Чё за приколы, блядь? Здорово, Толя.
А я впервые играю. В принципе, пока ничего, но боевка, конечно, желает оставлять лучшего. Ебать мой хуй, вот это как это? Да и плюс приличное количество диалогов на самом деле. Сейчас, подожди. Выходи из блока, говно. Сучка. Да ударь ты его, ну. Блядь. Нормально. Хотя бы отхилился и кровь пополнил. Неплохо уже. Да, еще что ли? Иди сюда, я тебя видел, говно. И вот этот цвет, да. Да ударь, ударь, ну ударь ты. Зибики. Нихуя, еще и промазал. Пиздос. Так ее же, чтобы прокачивать. А, ну хотя. Красную полоску имеешь в виду кровь? Ну фиг его знает. Я что-то почему-то сначала на здоровье решил. И на на выносливость. Короче, зеленая и оранжевая полоска. Я что-то почему-то подумал, что они будут более полезны. Но, по всей видимости, нет. Блин, еще кто-нибудь есть? Нужно больше опыта. По всей видимости, пусто. Чё, как дела, Толян? Чё нового? Как жизнь? Чё? Бля. Блин, а чё тут эти не реснулись? Тут же были эти самые монстры. Где они? It's locked, all right. Ой. Все добро. Не тот район. А хотя погоди, какой уровень-то? О, прикольно. Ну это же зашибись. Чё у вас тут? Сука. Да куда ты, блин? Let's see how it likes a bit of fire.
Подожди, у них выносливость вообще падает со временем или нет? Что за приколы, блядь? Я только не понимаю, 10 опыта за двоих, то есть за одного противника 5 опыта. Какого хрена? Они уровень на несколько уровней больше, чем я, блядь. Опыта за них похуй ни один хуй дают. Тихо, блядь. О, вас тут еще и трое. Не-не-не-не-не, пиздуйте лес. Я, пожалуй, пойду. Опа, а ты кто такой? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Просто где тут особо брать опыта? Я не хочу типа это пить кровь с неписи. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Perhaps you're right. Maybe only the strongest will survive in these dark times. If there must be only one, in the end, make no mistake, I'll be the winner. Okay. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Do you ever think... The wound? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death.
I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. I'll leave you for... Давай, до свидания. Так, что у нас тут? Так, так, сначала не ты, сначала медсестра, где она, блин? Во! Не, ты. А, нифига. О, я еще кого-то не нашел. Тельма, это не то. А как я? It's locked. А почему? Доктора мне Беатрис, Мортимер. Где другая медсестра еще? Во. Good evening, Nurse Brandon. Yeah, Good okay. evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett's. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так, теперь доктор. Иди сюда, блин. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any... Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Да нет, я типа хочу, ну и, короче, знаю то, что в игре несколько концовок, я попытаюсь хотя бы более-менее хорошую видеть. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Для хорошей концовки вроде как нельзя никого из NPC, типа, кровь их пить нельзя. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. Goodbye, Doctor.
Блин, тут в некоторые районы пока действительно как-то не хочется лезть. То есть вот это типа тоже переутомление, но я до него не дойду, потому что там слишком высокий уровень у противника. Тут я еще не нашел 3 человек, блядь. Где? Не, ну это понятно. Не, ну видишь, тут в чем прикол. Типа, если за злого, то получается, чтобы получать больше опыта, за то, что ты будешь пить кровь со всех персонажей, тебе нужно, короче, все их подсказки эти открывать и все такое. Короче, чем больше будешь узнавать персонажа, тем больше тебе опыта за выпитую его кровь дадут. С тобой нельзя поговорить? Так. Good evening. Good evening. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Вот и поговорили, блин. Чё у тебя есть? Wise choice, doc. А продавать особо нечего. Да ну нафиг продавать, я лучше все разбирать буду. Ты сам-то что продаешь? Мне вот эти штуки нужны. Так, а кто у нас тут вообще? Вот это я типа не нашел, она за закрытой дверью. Так, это понятно. Доктор Дороти. Доктор. Так, ладно, давай отдадим ей. Yes, доктор? Чё? That's orphan. Поговорите рядом. Поговорить. С кем поговорить? С кем пациент? Не понял. My sweet girl reads me like a book. Я типа отдал или не отдал? Крыса в больнице. Тут, кстати, игра, она так и провоцирует на то, чтобы пить кровь горожан, так сказать. Хотя смысл? Ну, разве что опыт, блин. А чё, все же тут здоровые. Я на данный момент только одного больного персонажа знаю. Ладно, чё тут? О! А это кто такой? Ты кто, блин? It's locked, all right. Yeah, здорово. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone.
An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. A funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Не думаю. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Okay. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. Опиум, нихуя. Допустим. Ладно, еще. Так, получается... Что у нас получается? Еще двоих. Ну, это вроде два мужика каких-то. Один вопрос, где они, блядь? Доктора. А, вот.
А где это? Бляха, вот это вот не прикольно. Бегать, искать всех. В смысле? Нельзя же поговорить. Чего? Окей. Подожди, так это... Another night with the glorious battalion of Pembroke. Короче, ладно, надеюсь, там не найденные персонажи впоследствии откроются, потому что я в душе не знаю, где их искать. На втором этаже только один. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Очень интересно.
Нихуя у него тут. Есть что еще полезно? Так, почему у меня опять... Что за... Маркеры почему-то сами по себе ставятся вообще. Торговка. Торговка. Слежка, расследование. Так, ну это слишком далеко, это слишком далеко. Да какого хрена? Почему опять-то? Я же не ставлю. Так, опыта в принципе до хрена можно было бы потратить, но это значит пропустить ночь, и получается какая-нибудь шляпа может произойти, которая пока что нафиг не нужна. Так, да. Да, я понял. Так, надо что-нибудь скрафтить. Полить тут. Где мне взять воду? Так, ладно, что у нас тут есть? В принципе, до того типа бежать далеко. Блин, уж попробовать. Давай попробуем добежать. Хотя... Подожди, где он получается? Западная, северная, ё-моё, а... Блин, а я не знаю, как туда дойти теперь. Где начало игры-то было вообще? Так, ладно. Так, нужно с двумя докторами еще побазарить. Да я понял, но у меня просто материалов не было, чтобы улучшить другое. Пришлось улучшать то, что на чё хватило. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Doctor. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Да-то я заметил. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye. Goodbye, goodbye. Так, с пациентами, говоришь, поговорить. Good evening. Good evening, Dr. Reed. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Goodbye for... Это поговорили. Reads me like a book.
Good evening, Mr. I'm okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? I have to... Right. Don't waste your time with me. Good evening. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Goodbye, Miss. Good evening, sir. Dr. Reed. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. I'll see you later. Good evening. Have you heard of someone blackmailing people in the hospital? Pardon me, sir. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Goodbye, Mr. I cannot enter. За закрытой дверью. As for me, what a blundering idiot. I'm quite busy, right? Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Thank you. Good evening, Miss Howard. I need blood, Doctor.
Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Я Reed. думал, что он что-то в этом стиле ответит, блядь. I'll leave you. Time has lost its effect on me. Тут вообще кто-нибудь что-нибудь о шантаже знает, не? Good evening, Mr. Evening. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Goodbye for... Миссис Джонс. Это не It's locked. здесь. Hello again. Это Goodbye, даже не пациент, типа, окей. Как же вас тут много, пиздец. Good evening. Good evening. Goodbye. Goodbye. Good evening. Good evening. Goodbye, nurse. No. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Vampyrша. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. Your sweet, sweet lady of mercy. Ебать мой хуй. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire
would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Да откуда эти маркеры берутся? Я же их не ставлю. Окей, я понял, да. Только я не понял тогда, кто в больнице вот эти два человека, которых я не нашел. Да там вроде два мужика каких-то. До этого еще бы средства отнести. Только я не знаю, где, как туда добраться. Чё? Подожди, а вампирша никому не относится, типа? По всей видимости, из нее кровь высосать нельзя, да? Ладно. Есть что тут полезное? Нет, ладно. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Sure. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are.
I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I see them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ну, насчет развлечений, это я знаю. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Опять всех опрашивают, ты угораешь. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me? Let me... Goodbye. Effect on me. But the suffering continues. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye. Тебе-то откуда знать? Да. Где это Дороти, блин? Не понял. Чё? Чё? Не понял. Что я сейчас сделал? Да. Да. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Опа, а как там решетка-то открылась? Окей.
This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Чего? Ты заебал. Нихуя себе, блядь. Пиздец. Какая же уебищная боевка, это урод ебал. В чем прикол? После каждого снятия им выносливости, блядь, мало того, что восстанавливать, так еще прибавлять к максимальному запасу. Пиздец, нахуй. Сука. Ебануть.
Блять, они хотя бы, я не знаю, циферками писали, сколько у них хп, блять. Это вообще пиздец. Сука. А, во! Ты один из этих, который мне нужен был. Здорово. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Мне бы это самое, блин. Я просто как, вон уже почти 3000 опыта, а я не хочу их вкачивать, ну, их тратить, потому что же это... Типа за сутки что-то происходит, пока главный герой спит. Мало ли там типа все переболеют тут, а мне потом их бегать всех лечу. Это не есть хорошо. Боевка-то в принципе-то она не тяжелая. Если человек, который играл в Dark Souls, это вообще изи-пизи, лемон сквизи. Знай, просто вовремя уклоняйся, да и все. Во, вот каким боком он меня ударил, блядь. Это она просто очень криво сделанная. Допустим, даже успел нажать кнопку уклонения, а противник попадает в какой-то кадр, и все, и пиздец. Мне засчитывается дамаг. Хотя, по идее, я уклонился. Это не есть хорошо. Чё там? Короче, боевка меня все равно не устраивает. Хоть она не супер такая прям сложная, что пиздец. Ебать мой хуй. What sort of creature is this? Типа оборотень, что ли? Нихуя себе. Нихуя себе. Стоять, блять.
На нахуй. Ням-ням. А подожди, а где дамаг, блядь? Понял. Ау. Ха-ха. Не забавно. Сука. Поебало. Еще. Ох ты ж, сука. Да как ты попал? Я, блядь, далеко был. Пидор. Да ебать. Ты еще живой, что ли, блядь? Нихуя себе. Here's what's left of him. Not a lot to check. Купон сестры Крейн, смелбаны, бла-бла-бла. Дариуса Петреску. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Да-да. Что я, кстати, не обратил внимания, какого уровня был босс, но ладно. В принципе, палец затащило. Да, просто мачете бы я его долго бы ковырял. Да, было бы неплохо, конечно, оружие какое-нибудь другое апгрейдить. Но у меня материалов мало. Добраться до Whitechapel? Серьезно? Угораешь? Я бы на самом деле отдохнул бы, блядь. О, крыса. Еще крыски есть? Допустим, как отсюда свалить? Так, ну допустим, то, что здесь все. Я хочу побочки повыполнять, но там район задания, там больно много хп у врагов. Ну, то есть уровень большой слишком. Почему у меня сысы не преследуют? Вот это вот. Ну, кстати, по идее, недалеко. Так вот, только мне бы... Эх, товарищ. Сука. Да гнида, блин. Ненавижу.
Так, 40 метров, в принципе, недалеко. Чтоб до тут добежать бы. Угу. Здорово, пацаны. Как дела? Иди сюда. Сука. Мудак. Блять, 30 метров, а тут, по-моему, да. Сука. Ну, блин. На, тебя ненавижу, сука. Петуч ебаный. Да, блядь. Ай, хуёво, хуёво, хуёво. Пизда, как хуёво. 16-й, пиздануться. Да пизда, иди нахуй. Нихуя. Мудак. Короче, в это здание я хуй попаду, да? Блять, а опыт теряется, если умираешь? Я что-то не заметил. По-моему, да. Я не запомнил, сколько у меня было, но кровь точно теряется. Фак, ладно, если я туда не попадаю, тогда надо попробовать другое. Вот это. Сука. Да какого ж хуя? Не, надо прям качаться, качаться, качаться. Так, а фаст-тревела тут нема, да? Ну, блин.
Блин, а в том направлении тоже нихуевые противники, блин. Блин, может медитнуть, подождать ночь. Ну, в смысле, прокачаться заодно. Блин, 3600. Да ну нахуй. Пойду я лучше вкачаюсь все-таки на самом. Так, а где тут моя комната? Где-то же. Ты что-то с 6-м уровнем против 10-х тоже как-то не камильфо бегает. Так, что тут у нас? Да-да. 65, 65, 58. О, найс. Наносимый урон. Блин, в принципе, тоже неплохо. Окей. В принципе, можно же чисто взять оружие на поглощение крови. Да? Давай попробуем. Решение расход выносливости. И вкачаться, наверное, в кровь как раз таки, не? Тут у нас ничего. Ладно, пока это ничего трогать не буду. Ингредиенты пригодятся. Тут у нас получается вот это. Вот это. Я, кстати, так и не понял прикол огнестрела на самом деле. Он какой-то, не знаю, неэффективный. По крайней мере, против боссов точно. Огнестрел меня не приколол. Ты чё не пополнять? Так, ну давай. Надеюсь, ничего херового за ночь не случится. Так, кровь. Улучшить запас крови. Ну, давай. Десятый уровень. При укусе. Исцеление. Ты что по здоровью? Здоровье. Угу. Ладно, так сойдет. Ну и чё у нас тут за ночь? О, блядь, у этого там чё нахуй? Головная боль. Сука. Тут никто, ничего, нормально, все. Где-то еще какой-то мужик есть. Так, надо лекарство от головной боли. Здорово. Чё, только 10-й уровень в натуре? Ладно. Так, лекарство от головной... Ага, а я не знаю. Рецепт неизвестный. Зашибись. Ладно, хрен с ним. Ну, теперь, может, полегче с этими будет.
Где ты, сука? 18-й! Пиздец! Ты чё, сука? О, блядь. Упс, выносливость кончилась. Нихуя. Это пиздец. Альберт Палм. Ха. Да, что-то 18. А они все тут 18 уровня? А, нет, 12. Так, ладно, пацаны, сейчас дайте я дохиляюсь. Да фула. Окей. Так, ну поехали. Да какого, блядь? Да что происходит? Ебаный таргет, пиздец, блядь. Ёбнутый, что ли? Стоит мышку пошевелить, он, сука, цель меняет. Нихуя себе. Пиздец. Ты пиздец. О, ебать нахуй. Да, блядь, да невыносливый пиздец. Ебаная хуйня. Пошел ты нахуй. Да отъебись. Да, ну то есть без оглушения я теперь не могу их кусать. Это такое себе. Да. Только приноровишься к одному стилю игры. С этим на поглощение крови как-то не особо удобно, что ли. Говно ебаное. Чё тут ничего полезного нет? Чё это? Это опять данж какой-то, блядь. I cannot enter. Ну такое себе. И тут сейчас босс какой-нибудь будет. Блядь. Какого уровня? Нет, вот эти, блядь. Какого они уровня, ёпта. 13-й, ладно. Подеремся, пусть. Оп, 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 нахуй. На, сука. Блядь, съебись. Бля, вот за стаминой вообще не получается следить, неудобно. Она так быстро уходит, что пиздец. Петиция. Очень интересно.
Я надеюсь, его там не сожрут, пока я тут бегаю, ну? А ну. Блять, вот этот с телепортацией вообще пиздец как бесит. Нахуй. С телепортацией хер снимут, когда они двойников еще своих делают, это не найс. Власть давай, блядь. Что ты тут делаешь? This is Braille. I need someone who can read this. Серьезно? Как много всего. Поговорили, блядь. Чё, блядь? Где диалог? Какого хера? Алло. You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are, never have been. The whole place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. У тебя простуда? Сорян, у меня нет лекарства, блядь. Домовладельца. У тебя тоже простуда? Я там просто болен чем-то. Прощай. Я надеюсь, ты вернешься в какую-нибудь хаб-локацию, где его можно будет вылечить. И все, весь секрет. Типа персонажа нашел. Бля, лучше бы не находил. Ну, такое еще на самом деле. Здорово, пацаны. Вот такого 16-го. Ладно, хуй с вами. Ебать мой хуй. Блин. Да бей ты кого-нибудь. Чего? Нихуя себе. Так неожиданно. Пиздец. Ты чё, сука, сквозь стены еще стреляешь? Ёбнуться. Слишком. Да бей ты, ёб твою. А, тупой таргет, сука. Пизданут. О, заебок. Я нихуя не вижу. Пошел. Да. Хилок действительно надо с собой больше таскать. А чё их максимум 2? А, ну я видел, там можно еще больше прокачать. Да, просто не в тот район я, по всей видимости, пока что зашел. Да ебать, где столько опыта взять?
Мне писи прям категорически не хочется поедать. Тут сейчас какой-нибудь босс еще будет. Не прикольно. Здрасте. Пошел. Что это? Очень интересно. Старый кол. Ну, короче, колья они для этого. Для оглушения. Не, ну в принципе с кровью это прикольная тема. Надо, наверное, больше просто вкачиваться. Да, вся проблема в прокачке. Сэр наблюдает за больницей, подтвердить вампира, доказательства. Больной. Так, ну все, успокоить. Угу. Допустим. Ладно, на обратном пути ее успокоим. Пока дойдем по основному квесту. Блин, если тут они такого уровня, то что дальше будет? Сука, стамина кончается быстрее. Сука. Да убей, да убей. Ну, в принципе, неплохо. Так. А куда они там ломились? Что тут закрыто? Где закрыто? О. Anybody home? А чё они сюда хотели зайти? А, это убежище. $200 опыта, на ничего особо не потратишь. Так, лекарство от простуды надо было. Ну давай. Пускай будет. Уж этого типа еще встречу. Так, хилки. Кровь, кстати, с такими кинжалами особо вроде нет. А вот прокачать не можно.
Блин, вот эту шляпу можно было бы на боссах, наверное, на самом деле использовать. А, то есть она прокачана уже. А, ну да, на 2 уровень. Носимый урон. Блин, там оглушение, в принципе, неплохо работало. Но урона у нее пиздец как мало. Давай я эту пушку оставлю для боссов, наверное, 10% урона. Сколько? 101, 121. 3 единицы оглушения. Хрен его знает, на самом деле. Ладно, пускай будет урон. Допустим. Так, а хилки 3 есть. Все. Допустим. Так, там я был. Где краски? Иди сюда. Где еще? Ох ты ж, блядь. Ой. Ой. Суки. Да убейте его, блин. Ох, ёб твою! Нихуя себе. Засанец, блядь. То есть они босса превратили в очередного противника. В принципе, неудивительно. Да, надо еще способности эти как-то усилить, наверное, будет. Здорово.
Тут, сука. Да ебать, сколько вас тут? Пиздец. Да. Хуя у тебя хп, чувак. Погоди, да, у меня стамина восстановится. Да умри ты нахуй. Пиздец, он жирный был. Так. Дубины. А, ну, да фиг с ним. Я имею в виду то, что он как бы все хп не сносит, имеется в виду до красной полоски, которая не восстанавливается. Так-то расковырять его можно было нормально. Пойдет. А дубины что-то чекнул, у него это слишком много с выносливости было. Она же тем более им прибавляется там периодически. И это как-то не найс. Вообще какая-то фигня, типа снимаешь всю выносливость противнику, мало того, что после того, как он встает, она восстанавливается, так еще и плюс к тому, то, что она не то, что восстанавливается, она прибавляется. У нее максимальное количество. А это такой. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Петреску. Подожди, а наверное между убежищами-то можно быстрое перемещение делать, ну? Убежище. Нет, только марки. А, может из убежища в убежище можно? Me, I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Чё? Что произошло? Bro. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital?
If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risks. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Как скажешь. Goodbye, young man. Me, I'll not die in some piss-stinking alley. Подожди, о чем ты болен? Слышишь? А, у тебя переутомление. How are you, boy? Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. No. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Да, зашибись. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Someday you'll understand. You've wasted your... What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Блять, камера тут во время диалогов просто охуительная. То затылок главного героя, то спина персонажа, с кем разговариваешь. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Так а что тебя беспокоит-то, блин? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you. Не то выбрал нам. Сука, ладно, ганда. А, у тебя мигрень. Сука, у меня нету ничего. Мне нету ничего от мигрени, на нахуй. A gun, alcohol, and a bad temper make... Да, пизда. Me, I'll not die in some Так, двое здесь. У меня еще тут... Мигрень. Простуда. Лекарство от простуды у меня есть. Где его найти, блядь? Этот тип. Почему не показывают на карте, где они находятся? Головная боль. У меня
Без башкой ничего нет вообще. История никого не знаю. Этот восстанавливается. Ладно. Так. Наверное, по сюжету, если идти, то, наверное, откроются новые лекарства. Ну, я так думаю. О, еще одна какая-то фигня. Ладно. Блин, я надеюсь, тот тип с простудой, он не в том же месте, где я его нашел, потому что это же пиздец. Туда каждый раз бегать, туда-сюда, это жопа. Фак. А, это убежище? Чё-то как-то не похоже. Что-то трупов многовато для убежища. Да и убежище вроде же без загрузочного экрана. А, нет убежища. Ну, место, кстати, вообще не располагает под убежищем, на самом деле. Так, от спец с башкой ничего нет, прокачиваться не надо, это, я так полагаю, выход. Ладно, так. Блин, а у меня не хватит. Просто получается же, по идее, как? Тебе, я считаю, нужно вот каждое лекарство, чтобы у тебя хотя бы минимум одна штука, но была с собой. Но только прикол в том, что у меня не хватит на все ингредиентов, блядь. А, погоди. 8, 15. Не, ну вот это дешевое создание. Пускай будет. А, вот на это уже. А, в принципе. Блять. Ладно, если что докупим, найдем. Пойдете. Да, я в курсе. Да и по бабкам тут как бы не особо прибыль ощущается. Прокачать ничего. Так, а у этого это... Подожди. А, ну вот этот можно прокачивать больше. А есть смысл прокачивать? Не знаю. Пока ничего не буду больше трогать. Ладно, пойдете. Осталось только нам найти книжку с рецептами от бед с башкой. Хуя себе, блядь. Я и говорю, место под убежище как-то вообще не располагает, особенно с такими соседями, блядь. А у какого 14-го, я точно не помню. Сука. Письмецом. Очень интересно.
Так, это выход. Да, это выход. Тут тогда надо вернуться обратно. Там была еще какая-то дверь. Смотри, что за ней. Может, там тоже соседи, блядь. Че это, че это, где я? Стой, не прыгай, погоди, вернемся обратно. Заброшенное здание. Блин, а я, кстати, так и не понял. Быстрое перемещение из убежища в убежище есть вообще, нет? Если нет, то это фигово. Типа пешкадратом каждый раз бегать. Так, а сейчас загрузка будет. Ну да. Так, ладно. Блин, то есть мне надо добежать обратно до этого типа с простудой, блядь. Это ж пиздец. Ладно, фиксим сначала сюжетное задание. Опа. I have this thirst for blood. Кто тут базарит? Где он? Торговка? Здрасте. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. I'd like to see what kind of med... Так, а тебе что-нибудь требует? О! Почему никому не нужен огнестрел? Это второго уровня, который... Подожди, информация. А, не, он обычный. Да, он первый. Давай продадим. 20 монет? Ты что, издеваешься? Я не помню, что мне надо было. 15. А, купить несколько мне может. 18, 18, 18. Все по 18? Что так дорого, блин? Ну, да, мне, кстати, тоже не особо он зашел. Что за бальзам? Мне кажется, это какая-то наебка, да? Ну, давай купим. Может, его разобрать на ингредиенты, может? Ладно, ничего не буду я пока покупать.
больше. Ай, блин, все-таки тут эти районы какие-то слишком уж большие, и тем более если без фаст-тревела каждый раз бегать туда-сюда, это такое все. Так, ладно, давай, сюжет. Что у нас там по сюжету? Здесь будет потом задание, типа, ляжьте, поспите, блин. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Да нахуй ты There's no one in. Да, конечно. А где его подслушать-то может? А, куда он свалил? Слышь, у меня лекарство для тебя есть от бронхита, иди сюда. Вот же ж падла. Где я, блин? Кажется, надо было с другой стороны бегать. Крысу. Что-то тут народ-то не буст. Где он? О, вон она, ё-моё. It's locked. Не понял. А чё, сразу нельзя было? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. No. I must talk to that journalist or the poet. Да, They must know about серьезно? Darius. Nearby the church they just mentioned. Блять. Так, а где... Ё-моё, это... Блин, в натуре тут только пешком? Охренеть. Peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis.
Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Так, здоров, name. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Ну, Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why Просто she типа irritates you мотаться so much. из от одного конца карты в другой, там, чтобы типа вылечить одного человека, это пиздец. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Насчет лута-то понятное дело, а вот то, что бегать каждый раз, ну, такое себе. How is business around here? Business? Да и до торговца, чтобы добраться. Типа у кого-то что-то стоит дешевле, у кого-то что-то дороже. Бегать каждый раз к дешевому. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Да и сделали бы тогда уж эти меткие персонажи хотя бы на карте. Ну, хоть они, допустим, в больнице там находятся рядом, но, блин. Короче, можно было все гораздо удобнее сделать. Ну, а можно так типа это забыть кого-то вылечить и потом просто случайно ночью пропустить, а ему, наверное, скорее всего, хуже может стать. Просто говорю, то, что нужно было сделать все гораздо удобнее. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Окей, чем торгуешь? Так. Ладно, давай я продам тебе вот эту шляпу. Спусковой механизм, он же, по идее, только нужен для этого самого, для огнестрела. Давайте продам все, что есть. Так, это мне надо. Так, рукояти мне нужны вроде. Пиздец цены, блядь. Купить. Я, в принципе, понимаю то, что их можно найти. Блин. Ого! 80, охуеть. А чё еще надо? Пружина. Да, для дальнего боя. Во, нахер. Дальний бой мне не нужен. О, найс. Оружие ближнего. Свинцовая пластина. Оружие ближнего. Ну и чё ты? Уйди. Не гуляй. Для оружия дальнего боя. Найс. Продать. Дальним боем вообще, наверное, не буду пользоваться, но нафиг. При сварке. Ближнего. Для дальнего. Если что, можно еще насобирать, хер с ним. Это для чего? Непонятно.
Так, 600. Отлично. Теперь можно у нас купить вот эту хуету. Окей. Нихуя. Пойдете. А патроны можно продавать? Продать несколько. Пойдете. Ладно. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Так-то у нас здоровый, да? According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Goodbye, Mr. Peterson. Goodbye, Mr. Peterson. Что это за место? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay. Когда нас спросили, кого найти? Что? I'm Harry, by the way. Что я проебал в этот момент. Так, тут тебе же ничего не надо. Дай сейф. Ну, спасибо. Нихер было впускать. Бля, вот эти записи вообще не знаю к чему.
Ну, типа, да, там какая-то... Можно вычислить какую-то помощь. Мой долг... Блин, тут столько персонажей. Ба. Да я в курсе. Нет, тема такая, то что кто-то просил... Какой-то из персонажей просил найти этого пацана. Но я не помню этого даже. Что кто-то просил. It's locked. А, Питерсон этот, который вышибала. Охренеть. Ну, короче, говорю, башка пухнет от всех этих персонажей. Здорово. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Ты болеешь чем-то? Переутомление. Окей, давайте Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. Бля, ну вот так вот каждого персонажа лечить. Я надеюсь, они не будут каждый день болеть. Это же жопа. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. То есть, по идее, у нас уже 2 персонажа на восстановлении, значит, на следующий день они не заболеют, а, скорее всего, вылечатся. Это... Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Mm-hmm. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Mm. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Питерсонов до хрена, мне кажется. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Take care of yourself.
Давай, удачи, Even не my хворай. dreams are soaked with gloom. Так, с тобой еще что-то можно помочь? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Goodbye. К чему эти диалоги вот сейчас были, если они... То есть просто выкачать побольше из него опыта в конечном итоге. Но это такое себе на самом деле. Так, погоди, тут еще с пацаном надо поболтать, где он, блядь? How are you, boy? I'm not your boy. В смысле? What happened? Hey! All right. Shut off. It's true. I said... Goodbye, young. Допустим. Вы в этом районе... Так, что у нас тут? Бронхит. А, это я понял, кто. От мигрени ничего нет. Простуда. Блин, мне обратно к нему возвращаться. А кто он? Где он? Так, не сюда. Блин, нельзя было сделать улицы более сквозными? Это пиздец. А, и в таких районах ты не можешь... понятно. А, нет, может. А, нафига? А, понял, сейчас. А, так я был в этом убежище. Ладно, давай еще зайдем. Как раз одно лекарство потратили, надо разобрать все вещи, которые есть. Там что-то еще, по-моему, изучить можно было. Или изучать только можно в больнице. Ладно. Серьезно, она перерабатывается просто в стеклянную пробирку. Это 35 монет стоила шляпа. Да ну нафиг, я пока оставлю. Чё?
Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. То есть, походу, у них простое переутомление может перейти в какую-то другую болезнь, по всей видимости. Мне так кажется, точно не уверен. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Окей, как скажешь, блядь. Goodbye, Mr. Здорово. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Спасибо, блядь. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned.
So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Да типа с России? Что? Но явно не из Китая. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called... Да, хули нет. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time talker. Бля, эти варианты ответов один охуительнее другого. Они также не раскрывают всего смысла одной фразы. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent Одна история охуительнее другой. Просто, блядь. Ах ты ж твою. What do you mean? Quite a... Так, ладно, иди в жопу. Бля, well, ну быстрее. Really? What is... Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. Ебать, как много информации, просто I пиздец. sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery. На кладбище? Where the pestilence and evil grows night after night. Хуя ты, блядь. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Пиздец. I have heard enough for tonight. Да, пизду лесом, пизда. Soon the time will come when you will all be joyful. Я так понимаю, в церковь нас не пустят. Бля. 50. Ку-ку, ёпта.
Я уже забыл, какая тут боевка, блядь, со всеми этими диалогами, пиздец. Да какого хера здесь забыл поэт или кто он? Нашел место. Ты чё, дебил? Придурок. Что тут забыл? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Sure. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Нихуя ты, блядь. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Скажи, где ее найти, блядь.
Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Наверное. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles, and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course. Бля, сколько приблизительно занимает разговор с одним персонажем? Минут 10, блядь. That's what I want to write about. Это ж And that's what ужас. Whitechapel is made of. Да. Это довольно утомительно, блядь. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Sure. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone. Давай, удачи, ебать. Опа, нихуя себе, диалог еще открыли. Охуеть. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Ты не болен? Нет, простуда. You Ах need ты ж. medical attention, sir. It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Да пожалуйста. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Все, устанавливаюсь. Молодец, I'll leave ебать. you alone, Сука, вот после таких диалогов только и хочется, что их сожрать, блин. 3000 опыта за потраченное, сука, время, блин. Пошел ты, козел. Да. Это цветочный магазин. Да что это? Купон на бесплатный медосмотр. Это откроется с другой стороны? Да, понял. Все, погодите. Что тут у нас еще? Так, ты цветочница, а ты типа не магия или что? Да, подойди к санному цветку. А, и в этом... А, она помогает этой, по всей видимости, да? Good evening, miss. I'm Dr. Reed.
I'd like to ask you a few questions. Это самый мой любимый персонаж, потому что она нихуя не говорит. Все бы так, блядь. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Походу. Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Охуенный персонаж, мне нравится. Ты больная, нет? Здорово. Красопета вообще. Всего доброго. Нормально. Все бы так. Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Сюда нас не пустят. Окей, сюда и хрен с ним. О. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Да погоди теперь, блядь, пустить. Сейчас побегать, мне кажется, придется. Бля, 200 метров-то, в принципе-то, не так уж много. Мне лекарство надо сделать. I'm cheap and I'm clean, I promise. Проститутка? Серьезно? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Не сомневаюсь. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crane. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Слышь, а ты больная? Переутомление. Бля, у меня нет. Так, давай. Goodbye, man. Не удивлен, что у меня переутомление на самом деле, хотя. Так, где убежище? Вот здесь. Полетели, ебать. Так, 2 лекарства от переутомления, 1 от простуды. Да, даже 2, наверное, от простуды, потому что одного я точно знаю, кому надо. Чтобы не бегать по 100 раз чисто по одной этой. Блять, надо уже тогда не по одному лекарству с собой таскать, а по 2. Ебать, да я пизжу скорой помощи, нахуй. Сука, кадеина маловато, да? Кадеина маловато. Есть кадеин? Нет кадеина. Так, надо купить кадеин, конечно. Так, обычная пила. Часть нету, да? Можно это, поглощение крови. Бля, давай, ну. А тут у нас что? Уменьшает расход выносливости, позволяет поглощать кровь. Сколько там будет? В смысле, не понял. А сейчас сколько? 2,5. О, найс, давай. Выносливость-то, в принципе, не сильно тратится. Просто за ней надо больше следить, блин. Пойдете, пойдете. Так, свинцовое грузило. Угу. Ладно. Так, ну тут у меня
Кадеина нету, калия. Кадеин и калий, да? Да. Понятно, что надо. Кадеин и калий, допустим. Так, эти засранцы там не воскресли случайно? Нет. Так. Кадеин и калий. Окей. Хотя, в принципе, я не знаю, на что-то еще бабки тратить. Может, тут какие-нибудь взятки можно давать, но я не уверен. Проще что-то скупать, всякое барахло, наверное. Ну, то есть не барахло, а полезная вещь. Так, у тебя есть полезная вещь? Кадеин. Так, давай весь скуплю. И калий тут, да? Не хватает, не хватает. Окей, ладно, пойдет. Продать мне тебе ничего, хотя... Прошу. Ладушки. Сыворотку для крови. Пойдете. Так. Good evening, Chris. Change. Do you need any assistance, Miss? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Money, money, money. Okay. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Фамилия? А, Попа. Может, это рабочая кличка. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Мне кажется, это рабочая кличка все-таки. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your Да нахуй надо, еще подцепить. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left.
I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. Да, вообще насрать. Бывай. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Так, скольких я тут людей не нашел еще? А, еще двоих. Так, бронхит. От бронхита у меня есть. Простуда. Вот к этому надо дойти. Это я не знаю кто. Это здорово. От мигрени ничего нету. Тут такая же хуйня. Переутомление. До этого я вообще, по-моему, не дойду. Фак. Так. Вот до этого надо вернуться, дать ему лекарство от простуды. Еще бы вспомнить, где он, блядь. В принципе, мне почему-то кажется, то, что если сейчас здесь доделать все, мне в любом случае придется возвращаться в больницу. Тогда давай я здесь все добью, опыт заработаю. И потом отправимся обратно. Так, подожди, кстати, у меня тут что-то всякого на это самое. Оккультный глаз. Забрать с кладбища? Это вообще где, блин? Как-то можно? Нихуя себе! Ага, сейчас прям. А это где? Где тут как? Вот это карта. 67 метров. Пойдем. Блин. Ох, ебать. Что-то мне кажется, там сейчас босс какой-нибудь будет, если забрать коробку какую-то. Я не думаю, что кто-то по своей воле отдаст. Да блять. Ох, ёб твою, опять. Ёбаный в рот. Мудак. Сука. Да ебать тебя в рот. Да, а все за кого-то тут было. Ох ты ж ёб, ты там еще какой-то со светящимися глазами, пиздец. Блядь. Подожди, чувак. Погоди, погоди. Здрасте.
Нихуя, ты чё? Это что такое сейчас было? Фу, чё за говно? Да ты ебись ты. Это чё такое? Хуя себе, блядь. Блядь. Какие-то пестициды, блядь, разводят тут, нахуй. Я так понимаю, скоро появятся еще враги с огнеметами, да? Вообще весело будет. Не, ну в принципе, блядь, если моделька врага такого есть, то что он типа что-то распыляет, то враг с огнеметом это только это самое. Короче, стоит дождаться, блядь. Да ебать нахуй. Ебаный кашель заебал. Так, ты у нас кто, блядь? А, ты вроде обычно. Ну только телепортируешься. Фу ты. Блять, вот этих на кровь вообще как-то неудобно. Бьют больно. Подожди, я чувствую, ничего не помню. Шиллинги. Я так понимаю, с ним не обязательно даже было типа драться. Да? О, топор. А, стоит, а на чё топоры тут? Это чё? Меньше урона, больше выносливости, скорость атаки меньше. Топорик для рубки дров. Информация. Один с кровью. Оглушение. Интересно, кстати. Тут типа можно, окей, комбинировать. Типа, сейчас у меня все на высасывание крови. Можно, походу, ближний и все оружие на оглушение сделать. Бля, прикольно. Можно комбинировать. Ну, да я понял. Я просто... А чё в коробочке? Где она? A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Не, если вдать вышибали, то он вышибет все мозги из этого типа. По всей видимости. Так, стоять секунду. Я не понял. От чьей жены? Кому там письмо, блядь?
Джейн Питерсон. А, да, ушибали нельзя давать. Потому что мозги ему ушибут. Питерсон. Так, нет, надо Баррету Льюису отдать. Вот. То этот Джо Питерсон узнает, что его жена, по всей видимости, ему рога наставила, и, короче, выщебит все дерьмо. Так, а куда? Блин. Как-то тут все не интуитивно, на самом деле, очень просто запутаться, ну, типа, куда идти надо. Так. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not. А, это вообще другой. A gun, alcohol. Подожди, а кто... Не понял. Кто такой Льюис? А, ну вот Льюис... Барретт. Это торговец, ёптать. Перепутал. Бля. Я рассчитываю на скидку после этого. You never lose your focus, do you? I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just мешочек с мусором, да. I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. 50 шиллингов. Серьезно? What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. Ах ты, сука, ты настоящий отец пацана, что ли? Ебать, вот это тут треугольник, нахуй. А ты здоровый? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody will be fool enough to stand against a wet boot boy. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Ты мудак. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Да. Так, ну у тебя все подсказки, 4000 опыта за тебя. Goodbye for now, Mr. Lewis. Хуй с тобой.
А чё, опыт сколько дать? Ешь, чтобы развить навык. В смысле? You again? Так, тебе сказать нельзя, да, теперь об этом? Ладно. Goodbye, Goodbye, goodbye. Так, чё у нас еще есть? Задание в гараже. Отслеживать можно? Ох, ёпта. Не, это далеко пока что. Подожди. И там что-то район близко к кладбищу. Мне кажется, то, что там что-то не то будет. Так, ладно. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Go away. Второй уровень гипноз, где тебя возьму? Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Окей, как скажешь. Хищ, так. Вриколаки. Это, наверное, вот эти есть, типа оборотни. Вриколакс. Вукадлак. Короче, в дыру. Чем дольше и сильнее бьешь, тем любого противника в любом случае завалишь. Как взламывать-то? Там будет потом навык, чтобы открывать замки. Просто не хочется потом по каждому месту бегать и открывать замки, которые я не открыл когда-то. Так. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Только так, нифига себе. Так я не хочу его убивать. Смысл? Я не думаю, что там в сейфе что-то прям такое полезное лежит. I am very tired, but that is all. I don't need you, doctor. Well, не I think you do. выебывайся. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Так, ладно, я, наверное, уйду на перерыв минут на 5-7. Короче, пойду себе чайку заварю. В общем, потом вернусь.
Так, окей, погнали дальше. Блин, уже стрим сколько? 7 часов идет. Я, наверное, еще сейчас пару часиков и все, наверное, на сегодня. То в Гере как-то слишком много диалогов, от нее очень сильно начинает пухнуть голова. Да. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Мне кажется, прохождение данной игры занимает как минимум больше, чем 30 часов. Но особенно если слушать каждую строчку диалога. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Я заметил. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Progescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's Может, that она awful вампир poet вообще? who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Да. Ну, я говорю, чисто ради опыта вот эти вот все диалоги. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Не, ну Doctor. так-то but I'm по almost идее как convinced раз таки Camellia is an вот angel. She volunteered to give out our medical выслушивать их, leaflets. наверное, стоит только ради опыта, потому что Tell me everything you... I do not believe. Другого выхода, ну, короче, я что-то особо не вижу вариантов. Типа, вот, пожалуйста, 2000, но у меня не хватает уровня гипноза, только первый, его качать надо. Он как-то по сюжету прокачивается. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Чё ты опять? Иди гуляй.
How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Все, что ли? Goodbye, Mr. Petrescu. Ага, давай, удачи, ебать. Такс. Есть что полутать? Так, это открывается теперь? Найс. И это открывается теперь. Зашибись. И лутать тут как-то не особо, да? Ладушки. Я надеюсь, тут никого лечить не надо. Да, надеюсь, она сама справится. Я только полутать. Масло. Монетки. А, нет. Именной NPC какой-то все-таки есть. Значит, кого-то тут надо лечить. А, не, сейчас мы зайдем, он превратится в вампира, да? Да, он же говорит, типа, хочу пить, явно не воду. Значит, там наверху вампир. Возможно, босс. Что это? Кто там? Ну да, вот он, наверное, есть. Давай чекнем, что. О, записка. О, Теодора. А, у нее сестра есть, окей. Да, бегу. Лечу. He's going into convulsions, doctor. Ага. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the cream results? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? Обезболивающее есть? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, doctor. None at all. Хуёво. Давай! Трахеостомия или как она? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Что предлагаешь? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. И на что бы это повлияло? Живи, блядь. Ях. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. Херово. I must first
Suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Ну, что ж теперь, я же не врач. Что ты мне хочешь? Дозу адреналина, мне кажется, он кровью истечет. Массаж. Я в душе не знаю. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Типа того, да. Ну... Ай, хуй с тобой. Не повезло. Ты я ебу, что ли? Я чё? Врач. Упс. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Да? Everything you could. Is that how you'll report Я-то знаю про Is this how the war кардиомассаж. went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack Да were the в same, душе не indistinguishable from the epidemic. Я чё, врач? There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the Тоже fever мне that accompanies медсестра. the flu itself, Смысл она Doctor. сюда людей приводит лечить, если... Да. I'd best take some samples of the blood for Типа analysis. я и так выбирал все то, что как бы... как бы с ней советоваться, а толку от этого было не особо. Массажи сердца у них, в принципе. Ну, я говорю, если бы по идее адреналин ему ввести, он бы вообще загнулся от потери крови, по идее. Но мне так показалось, поэтому я выбрал I кардиомассаж. suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Чё? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Нет. Загипнотизирую. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Так это ж третий вариант был. All gone. И все типа из-за подсказок, ну, синий вариант. Чё за...
Тебя можно убить? Пострадает? Твою ж мать! Да. Ну, чё ж It's locked. Так а чё? Он же ей сказал только про бабу забыть. Она чё за пиздец? А, может... Блядь, только не говори, что ты был каким-то из этих типов. Да. Наблечила. А сейчас... Так я и говорю, какая разница? Типа, он же ей сказал забыть про бабу, а не о людях. А, ну, походу, он что-то там говорил про повстанцев забыть. Ну... Блядь. То есть... Блядь. То есть теперь мне придется тут всех лечить, да? А, да это пофиг. Ну, типа, если их можно лечить, то насрать. Просто я буду тратить больше лекарств. В принципе, это... Ну, я надеюсь, что так и будет. Просто у меня будет больше расход лекарств. А не просто запоротое что-то, блядь. Ай, да насрать. Если уж нет, то под конец просто сожрусь, да и все. Увидим плохую концовку. Насрать. О, здорово. Да что это, блядь? Ну ты сука. Да вы чё, блядь? Шо отсюда? Фуга. Упс. Секундочку. Блять. Да где ты там, ёпта? Так, короче, то есть мне надо возвращаться. Я знаю то, что тут есть поблизости еще побочные задания, но окей. Я тоже тогда их на потом оставлю. Хотя сейчас, что там у нас? Если пока в этом районе. Ну давай вот сюда. А, ну хотя... В принципе-то бежать нихуёво. 1 из 4 это надо будет 4 людей найти, которые могут читать шрифт Брайля. Такое себе. А это где? Да пшить тоже там. Ай, ладно, пошли, чё. Пробежимся. А, погоди, мне надо еще одно лекарство сделать, которое я потратил от бронхита вроде бы. Так я не понял. Она в принципе больше не будет лечить в этом районе никого. Ну, то есть мне можно будет сюда приходить и лечить их, ну, на всякий случай, чтобы все очень плохо не стало. Ладно, хрен с ним. Так, да. Ага. Так, средства от простуды. Блин, я почти помню, где этот тип находится. С простудой, который. Ну ладно, я пока все равно прокачиваться не буду. Надо вот эти побочки сначала выполнить, которые есть. А, да, тогда хуёво.
Не, ну я просто-то думал, то, что это не настолько такие херовые последствия будут, как оказывается. Думал, просто она забудет про эту бабу и все. А у нее, походу, от вампирского... Что ты тут делаешь, блядь? От вампирского гипноза ей как-то хреново в любом случае станет. Так, ладно. Мигрени мне ничего нет. Вот где найти еще рецепты этих? От бед с башкой. Так, вы какого тут? 14, ну. Нихуя, это кто такой, блядь? Чего, блядь? Всю, парень, блядь. Ты кто? Нихуя себе, я тебя понял. Подожди. А чё-то нахуёво работает, однако. Сучара. Да бей ты его, ну. Нихуя, ты кто такой, блядь? Эй, пошел в жопу, прожектор долбан. Ты говно. Кровь не надо, блин. Не, все-таки та булава как-то не особо помогает. Да ты удот. This man stunned me with his faith. Да вообще пиздец. His crucifix. This is not good news. Понял. Понял. А это как, типа по сюжету или просто можно найти будет? Просто я не особо хочу прямо таки бежать по сюжету, потому что хочется побольше побочных заданий всяких пройти. Чтобы опыта поднабраться, перекачаться, так сказать. Это кладбище, я так полагаю, да? Туда я не пойду. Угу. Да кого ты бьешь, блин? А где? А, это убежище. Да ладно, этот тип там. Ну окей. Тут по-любому какая-нибудь жопа. Это вообще куда ведет? Ну, кладбище, по всей видимости.
16. Блять, тут еще и этот. Это босс, что ли? Да. Да сука. А, пацаны, погоди, блядь. Нихуя, это что такое было? В смысле? Есть, вы чё? Нихуя, до свидания. А чё их так дохуя? Нихуя себе, нет. Пиздец. А, зажали. Погоди, по одному, блин. Бля. Ебать. Ебать. Такого я не ожидал. Да вау, ты вау. Нихуя. Пиздец, они мочат, ебать. Сука. Да иди ты в пень, заебали. Не-не-не-не, тихо, пацаны, по одному говорю. Да блять! Вау. Нихуя, они еще и хилятся, пиздец. А, ну, скорее всего, от меня и хилятся. На тебе говно. И тебе на. Тут ебать, они за один удар сносят, пиздец. На говно. Фак. Я так понимаю, там это не последние были. Мне хотя бы, надеюсь, до побочки-то добраться можно. Мейсон. Че? 5, офигеть, ну хотя бы можно было в каких-то таких районах побольше как-то награды давать, не? Мейсон. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Да иди ты. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Окей, блядь. Я так понимаю, это он и нужен, да? Офигеть, это только первая глава. Я тут нахуй пиздец. Блять, мне бы надо в убежище хилки сделать.
Допустим. Надо было узнать, может, он болен. В принципе, что здоровый человек может делать в таком районе? Ну, то, что он слепой, это понятно. Так, где этот, блядь, кладбище, пиздец. Ну ладно. Тут враги-то есть, нет? Крыски. This is despicable. Дай крысу. I have this thirst for blood. Чего? Как через стену перемахнуть? Чего? Так не говорите, что с другой стороны надо обходить. Не понял. В чем прикол? Там же никакая не вдова в беде, по-любому. Там какая-нибудь вампирша зазывает кого-нибудь сюда. Я не могу туда пройти, что за бред? Я помню, что на кладбище был другой проход. Вот это похоже на проход. Не ломается. Странно. Нет. Писец. Что за бред? Как туда залезть? Бляха. Ни хрена себе. Ладно, с другой так, с другой. I can't believe I'm doing this. Так, тогда надо... Блин, а где? Где-то вот здесь, что ли, по-моему, был этот тип, у которого простуда. Здрасте. Да иди ты в пень. Да. I have this thirst for blood. Да, я понял. Бля. Сколько вас здесь? Алло, псина. Ох ты. Давай, говно. Блять, вот это ошеломление тоже. Да, вот эту штуку на отхил бы тоже вкачать на самом деле.
Японский бог. Эх, товарищ. Сучара. Я тебе этот факел в жопу сейчас запихаю, заебал. Сука. Ты меня дрочишь, что ли? А чё, вы только вдвоем что ли? А, тут вон оно. А, я только сейчас допетрил, как типа районы распределяются на зоны карантина. Карантинные зоны, они красным вон выделенные пунктиром. Хм, охуеть. Ладно. Допустим. Так, это не шортка, да? Сколько вас тут? Ну, блин. Эй, воу, полегче, блин. Ты чё? Гаганду. Сука. Да. Тупичок, где был оборотень. Ща. А тут ничего нет. Вроде тоже какой-то тупик. Ну да. Хм. А, ну чё? Так тут нет ничего. А, вот. Нет. И чё? Я думал, тут что-то интересное лежит. Блин, тут некоторые здания выглядят так, как будто туда можно зайти и как будто там что-то интересное есть. Но нет. Так, а где враги? Мне надо кровь установить. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Чего? Кто-то кровь оставил?
Ну это убежище. Спуститься никак нельзя. I can't believe I'm doing this. Иди сюда. Где? I have this thirst for blood. Фу, блядь. Дебилы нахуй. Ебать вас тут. Пацаны, чё за хуйня? Я же помогать, лечить. Вы, блядь, хотите убить, суки. Сейчас, подожди. Сучок. Фу, шлюпки. Бля, ну 2 босса это, конечно, пиздец. Чё дальше? 3 босса, 4 босса. Пошел в жопу. Да ебать, откуда вас столько? Шел нахуй. Сдохни. Где второй, блядь? Хуль ты встал? Косой мудак. Да ебать. Ушлепки, блядь. Блин, я типа со всех все собрал. Я так понимаю, так и должно было быть, да? Типа засада. Так. Нет, нет. Отсюда не попасть.
Здрасте. Понятно. Не, я просто думал... Я, короче, знаю то, что чем хуже здесь состояние в районах, тем тут, типа, более опасные противники, но именно... Не то, что опасный уровень-то у них, понятно, будет какой-то такой определенный вроде как, а вот, типа, там могут быть разные, вот, либо стрелки, там, короче, различаться они будут между собой. Так, вот здесь этот тип, по-моему, был с простудой или с чем он там, с диареей, блин. И надеюсь, так и понимают, что они никуда особо не уходят, они просто вот где-то их первый раз... А, нет, подожди. Одного-то я как-то в больницу получилось то, что отвел. Даже двух. Значит, здесь... Этот так остался, ну? Где этот ушлепок? Вот он. Здорово. You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel. А я не могу его вылечить. Короче, по всей видимости, это же только после того, как... Короче, ночь как пройдет, он типа вернется куда-то туда, ко всем остальным неписям, да? Блять. Просто это, наверное, было рассчитано на то, что я где-то в Уайтчапеле еще ночь проведу. Типа он за это время успел бы как раз-таки дойти туда, и там можно было с ним поговорить и вылечить. И вот я об этом и говорю. Смысл мне возвращаться опять в этот район сейчас будет после того, как я медитну, так сказать. Прокачаюсь, все такое. Ну ладно, нам один хер в больницу идти. Короче, тут бэктрекинг само собой присутствует, но ты по большей части можешь сам себе причину придумать для бэктрекинга, блядь. Так, ладно, сюжет я пока сдавать не буду. Где этот дура? Слышь, ты вампирш недоделан. Good evening, Miss Howcroft. I need blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Откуда у нее кровь, блядь? Ладно. Ты чем болеешь? I'll leave you, Miss. Так, ладно. Что у нас тут?
Тут только беды с башкой. Тут беды с башкой. Простуда, которая пока что не лечится. Беды с башкой. И до этого я даже не знаю, как до него дойти. Да, боюсь, я догадываюсь. К сожалению или к счастью. Какой шарф? Чего? Что за шарф? Только не говорите, что мне идти обратно надо. Какой шарф? Чего? Ой, короче, то есть надо идти к ним. Информация. Короче, ладно, шарф, хер с ним, пошли. На кладбище сходим. Посмотрим, какие там уровни монстров. Дадут ли мне там пизды сразу или не сразу. Ну, а что-то еще говорят, что у них медикаментов не хватает. Кадеина вон сколько, завались бы. Можно обожраться. Так, ладно. Не, я пока не хочу. 14, нормально. Сука. Добрый. Да и хули ты падаешь, блядь. Да иди ты, блядь, что за тупой таргет, это пиздец. Да ты что такой меткий, хватит меня ронять, блядь. Утырок. О, нихуя себе, блядь. Окей, блядь. Говна кусок. Угу, ты здорово. Фу, тоже мне, блядь. То наберут по объявлению, ёбаный. Так, кладбище это туда. Что сказал? Один шиллинг. Охуеть. Так, туда можно зайти, но я не хочу туда. I cannot enter. Ага, это получается со стороны. А, это, наверное, надо зайти вот сюда, а там... Нет, туда я не хочу идти. Там, туда мне не нравится.
Больше какие-то подземелья, типа данжей напоминает. Значит, там опасные противники, я туда не хочу. Watch yourselves! This... Да ты заебал. А где хил? Пошел. Чё меня? Допустим. Чувствую, на кладбище дадут пизды. Да? О, что это? Куст. А, 12-й. Ля, сколько крыс. This is despicable. Убежище, это убежище? Блядь, дебил, ёб твою мать. Придурок. Сучон. Пошел ты. Идиот, блядь. Чего? Походу там убежишь. Nice. It's locked, all right. Да, all right, как? А это куда ведет? Непонятно. Погоди. Опа, странный рецепт. Что это? Сыворотка выносливости. А, скорость восстановления выносливости. Окей. О, найс, эти открылись. Зашибись. Ну, возьмем. Все, найс. Теперь мы мега хиллер, блядь. Можно их хоть обличить. Так. Найс. Максимальный урон поглощения крови. Нет, мне тут нужен, наверное, урон больше, чем... Да, урон. А то я буду периодически путаться. Я обычно что, если кровь нужна, я на правой кнопкой мыши ебашу. Вот этой шляпой. Так, ну тут нечего, да? Блин, я бы продал все это ненужное оружие. На кой хер оно надо? Коса. Ну это оглушение, да? 40 выносливость. Да, блин. Так. Ладно, фиг с ним. Что у нас по времени? Что у нас здесь? Тут враги.
Здрасте. Ain't safe here for a gentleman. Иди сюда, сука. Not bad. Блин, пока максимальный уровень противника я вроде видал 18-й. Но это в другом районе вообще. Я думаю, все-таки прежде чем туда идти, как раз таки и нужно будет прокачаться. Фак, так. Я вообще на кладбище шел, что я свернул не туда и писет. О! Погоди, может это открыть теперь можно? Да, нет. Зашибись. Туда я все-таки не хочу пока идти. Так что пошли на кладбище. По-любому же, если сейчас забрать Сэмюэля с кладбища, то придется возвращаться к тому священнику. Ё. У меня так-то один хер туда, в тот район идти. Новое рассвет. Да вот этого типа мне покажи. Дайте промазал. А, так она все-таки человек. А чё она на кладбище забрала? Пошел. Не, я думал, тут мобы посложнее будут. Левела 20-го где-нибудь. Здорово. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. На кладбище? Ты что, дура, что ли? Ну ладно. А чё она в склепе делала? It's locked, all right. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? Труп? А в смысле труп? Я думал, он живой. Дайте угадаю, это труп. This man's far too old to be Samuel. А это? No. By the look of his clothes, this man's a docker. No, Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Я так полагаю, ключ у нее, да? Ничего не работает. Блин, я хотел, в принципе, кладбище исследовать, ну ладно. Пойдем по следам. О, блядь. Еще появились. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Здрасте, ой, сука. Ну, день.
Сюда иди, блядь. Личный дневник, бла-бла-бла, бла-бла-бла, ебать, я не буду это читать. Главное, что подсказка открыта и все. Блин. Чтение этой записки мне явно ничего бы не дало. Что там еще? Ну ах ты ж муди. Сейчас. А, BD-Steam, кстати, да. Да тут и в принципе боевка немного схожа. И, короче, иконки ХП у врагов. Ну, короче, похоже есть. А все это из Dark Souls, блядь, взято. То есть, ну как, боевка схожа с Souls-лайками. Типа то, что уклонение, стамина, все такое прочее. Парирование, блядь, даже есть. Я вот ни в соусах, ни... Короче, парирование вообще не люблю. Тут еще что-нибудь на кладбище еще интересное есть? Не? По-любому сюда же надо будет еще вернуться, правильно? А, вот. Сюда и налево. Там, похоже, прям какая-то локация для босса. Я бы сюда босса какого-нибудь поставил. Вот сюда. А его нет. А ворот с этой стороны нельзя открыть? Серьезно? А эти? Да, только они ведут куда-то не туда. О-ля! Какое-то интересное место. Письма? То есть, туда нельзя. Понятно. Да блин, показывали бы хотя бы те вещи, которые... О, кто-то трупы выкапывал. Которые можно собирать. Просто тут, когда бегаешь, не всегда видно интерактивные объекты. Где-то что-то можно было собрать или еще что-то. В этом гробу почему тут нет ни письма, ничего? Раскопано же, раскопано. Да. Не, я, кстати, ну, надеялся, что тут поопаснее, что ли, будет. Тут довольно-таки все просто. Ну, имею в виду на кладбище. Это все-таки кладбище, нихуя себе. Тут как раз должны были быть всякие монстрики и все такое. Ну, они тут есть, но некачественные, я бы сказал. О, да, ой, спасибо за спойлер. Она же еще не восстала, правильно? Ну, окей, буду знать, что. А это что такое? Оля. Здорово. Это что-то на охоту на вампиров-то в пизде. Вообще не понимаю пункта от вот этих вот записок. Вот от этих. Ну это типа больше как повествуется о вселенной игры, так сказать. Ну, о лоре имею в виду. Да ладно, что ж теперь.
Ничего страшного бывает. Так, а чё у меня вдова в беде? Чё он? Задание угрожения. Информация. Ебать, вот и поговорили. Выяснить шарф, найти человека. Так, эти лекарства у меня. Подожди, стой. Нет, вот здесь. Освальд Тэтчер. А он где сейчас? Должен же, по идее, быть в больнице где-то, да? Ладно, погнали в больницу. Сейчас, короче, еще по кругу пробежимся, всех вылечим. Потом, короче, это самое. Блин. И тогда прокачаемся, потому что опыта, мне кажется, приличное количество будет на тот момент, надеюсь. Да куда ты, блин? У больнички, окей, я понял. Я просто помню, да, это тот, которого мы спасли от этих. Вот я говорю, не хватает того, чтобы они где-то как-то это самое указывались, обозначались. Просто, допустим, район больницы, окей, он не такой уж и большой, его можно обследовать. О, этих можно подслушать, кстати. Это с улицы надо подслушивать, нифига себе. Как ему туда попасть? Вот. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. И что мы поняли из этого диалога? Абсолютно нихуя. Просто очередная подсказка, чтобы срубить с них опыта побольше. Готов поспорить, что их сожрать двоих можно. Ну хотя их и можно сожрать двоих. Так. О, неизвестно. Письмецо. Это кому подсказка? О, к тебе. Здорово. Hey, Doc. Здорово. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Oh. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean we both have claws and we both love to bite. I'll leave you for now, Mr. Cox. Оборотнишься. О, а ты кто? Японский. Good evening, sir.
I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. Наверное. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Диалоги. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Боишься крыс? Все. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Там бы тебя не одни только крысы беспокоили бы. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Так, а ты не больной? Ладно. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Давай, до свидания. Так, а кого тут... Как вас подслушать-то? Я же видел то, что их можно подслушать. Куда вы претесь? Ага. И... Ага. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know it's not like that. I А, wanted to. понятно. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. Look, we survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Бля, пацаны, ну я... Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Уходите давайте, блядь. Так, ты, блядь, иди сюда. Hello.
Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain Голова у air. него болит. Не голова у него болит, нихуя. Головная боль. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Да держи. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Да, не каждый поймет. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to Надо в аптечке поискать, да. just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating. Может, они так чисто на сухую любят. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. Молодец. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Молодец. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Сладкие, Goodbye, блядь. Давай, удачи.
Так, ты, блядь. Hello again, Mr. Good evening, Dr. You and Oswald were buried alive during the war. Tell Nice me about color, it. блядь. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. В жопу It was an долбить. outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? How do you feel about Oswald, Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. Да по-любому. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Один раз не выдалась. А хули нет. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Еще, блядь. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Так, у нас получается одного лекарства не хватает, да? Полевая жена. Сука. Ага. Так, ладно, к этой я сюжет пока не пойду сдавать. Надо чекнуть, что по крафту. Блин, а тут по идее же все вот эти места, в которых я уже забирал лут, они типа обновляются со временем. Наверное, с каждой ночью. Ну, в принципе, по всем локациям опять-таки бегать, собирать все это тоже не особо. Типа, как локация с моргом, вот это вот все туда опять заходить, это все собирать, это как-то такое себе на самом деле. Тут у нас что-то есть еще. Че с цветком-то? Да полил бы уж, да. Так, вот это надо. Да, блядь. Всякое может быть. Так, сюда мне не хватает. Часть хорошей рукояти. А что у меня по бабкам? 260. Блин, можно что-то же продать и купить недостающее. Так, погоди, а что у нас получается? Сколько у нас вообще больных осталось? Тут восстановление. Так, средства от мигрени. Просто этого я не могу вылечить, потому что он еще не зашел в район. 2 мигрени, да? Да. Получается, надо 3 лекарства от мигрени, чтобы на всякий случай с собой таскать. И 2, чтобы этих вылечить. Мигрень, мигрень. Все. Все. Так. Окей. Надо к этому зайти еще. Закупиться, наверное. Так, он с другой стороны. Бля, проще через больницу пробежать. Не, ну в больнице уже как-то можно ориентироваться более-менее. А у меня ничего. Давай, показывай. Сначала тебе что-нибудь продам. В смысле? О, на, забирай.
все бы тебе оружие продать. Так, дальний бой. Ближний. Так, патроны. Что-то патроны тут, кстати, как-то мало ценятся, учитывая всю ситуацию. Средняя цена при продаже. А, это только продавать, да? Они вроде не разбираются. Ну, пофиг. Так, купить. А у тебя нету нихуя. Так, тогда к другому пошлю. Сколько там бабок? 570. Нормально. Стоять. It's locked. Вот сука. Мне кажется, то, что у здешнего второго торговца у него, скорее всего, для дальнего боя улучшалки. Good evening, Good evening. Чё это? I'd like... Wise chop. А, нет, не только. Ну, давай. Я только... по мне синий нужен. Ладно, пойдете. Так, ну тут тогда все, погнали лечить двоих. Так, а у кого именно? Так, этот помню где. Окей. Ай, ладно, тут все лутать это. А монстры тут, интересно, появились опять, не? Ну, враги. Монстры, враги. Враги, монстры. Не монстры, враги. По всей видимости. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Да и мы в курсе уже. Мы же завалили тех, кто их оставил. Мне кажется, главного персонажа кто-то просто сдал, возможно, таки, по идее. Где эта хрень? А. Окей. It's locked. Чего, блин? Что-то я не помню этого места. А, я, наверное, просто с другой стороны не открыл. Откуда здесь берутся патроны? Я не замечал, конечно, но, по-моему, там они не особо уменьшаются, они со временем опять появляются. Но это неплохо, в принципе. Чуть-чуть шекелей можно сторговать на этих патронах. Стоили бы они, конечно, подороже. Так, где была эта долбаная дверь, которую я не открыл? То есть... Ну, где-то... Тут, что ли? Ладно, пошли сначала вылечим.
all a bloody joke to you. Good evening. I'm afraid not. You don't seem well, Ben. I always feel ill. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Как скажешь. A gun, alcohol. Не болей, только больше не тебя нахер. Так, дверь где-то... Что? Да, ёп, я маркер хочу поставить. Создать маркер. Его создашь, ладно. А чё? Восстановление же. Восстановление. Все восстанавливаются. Молодцы. Блин, а смысл мне тогда их лечить, если я не собираюсь их жрать? Типа то, что ситуация типа не становилась хуже в районах, если только так. И... Ну, в принципе. Так, ты сейчас подожди. Вот эта дверь, по-моему. Значит. Так, ты еще шарф, что с шарфом? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. В чем прикол с шарфом был? Его надо где-то найти. Все. Good evening, Mr. His father with. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Может, не надо было на кладбище отправлять, блядь. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Козлин. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night.
Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? I sent him on a... You sent a man... Да, подожди, блин. Good evening. It's fuck. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Блять. Пиздарики нахуй перелил, блядь. Ёбушки, воробушки. Сидеть нахуй. Сука. Пиздец. Чё говоришь? You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sex. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Да иди ты лесом, блин. I have heard enough for tonight. Goodbye. Так. Какой в жопу шарф? Чё надо? Ладно, пошли этого вылечим где-то. Подожди, может, я что появился? А, да, шарф. У меня был шарф в натуре. Ну на. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Угу, обращайся. Подсказка не сработала? Ой, да идите в жопу с вашими подсказками. Goodbye, шарф отдал, все, деньги взял, заебись. Еще подсказки. А, ёпа, я думал, тут уже вражеская территория, а просто так расхожу. Давай, убирай, где? 70 метров, давай. Я надеюсь, те трое... Точнее, там не 3, там больше 3 было типа, да? Но они не резнулись, заебись. Тук-тук, ёпта. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Я доктор. И ему похуй, я не могу его вылечить. Тоже. Пошел нахер, козел, блин. Чтоб я еще раз сюда пришел. Так. А этот, блин, где? Возьми. Ой, ну тебя нахер. Не знаю, где его найти. Ладно, фиг с ним. Надо где-нибудь тут в убежище поспать, прокачаться и валить. Еще 3 книги? А, нифига. Я думал, его просто надо вылечить. Или еще что-нибудь сделать. Ну, будем искать. Тогда ладно, надо прокачаться. Ночь пройдет. Посмотрим, кто у нас еще заболеет. Может, кто сдохнет вообще. Ну, навряд ли, наверное. Вроде всех тех, кого можно было, подлечил, так сказать. Ладно, тогда сейчас прокачаюсь и, наверное,
На сегодня все. Блядь, думал... ну, короче, тут как? 7 глав в игре. Плюс пролог. В каждой главе, кроме 7 вроде, они делятся еще... Ну, типа по эпизодам, что-то такое. Думал проходить там, ну, максимум по главе хотя бы, но что-то как-то... Сколько? Почти 9 часов. 9 часов, блядь, а у меня еще первая глава. Не, если бы я, конечно, не слушал каждый диалог, тогда бы это все было намного быстрее, но как так может? Ладно. Че у нас тут? 4000 опыта. Заимбись. Запас крови. Давай, блядь. 1000! Чего, блядь? Нихуя себе. Ну ладно. Тоже 1000. Ха! Еще 1000. Да ну нафиг. Выносливость. 1000. Ебать мой хуй. Где столько опыта брать? 2000. Охуеть. Так, ну я в принципе-то не особо не кусаю, если таким стилем боя пользоваться. Наука. С собой 3 сыворотки. Ой, вот это вот патроны вообще нахер не надо. Ебать мой хуй. Науку? Зачем? Мне проще вот эту шляпу качать, чтобы больше хп себе восстанавливать способность. Типа, а чё тут? Плюс 2 сыворотки, плюс 3, плюс 4, плюс... Нихуя себе. А, ну это типа количество сывороток. 12. Ебать. Да я фиг его знает, мне вроде хватает и 2. Просто я ими пользуюсь во время битвы с боссом. Угу. Но я чаще пользуюсь когтями даже. И сколько? 2000? Ебать. Сквояж? Какой сквояж? Ну, сквояж врача он так называется. Это просто увеличивает число сыворотки. Ну, то есть это увеличивает просто максимум сывороток, сколько я с собой могу таскать. Рецептов что-то тут не написано. Да и рецепты сывороток мне особо-то, кроме хилки, пока ничего не надо. Короче, пока пойдет. 1300. Охуеть. Коса. Ебать мой хуй. Блин. Получается то, что я и эту фигню пока что зря вкачал, потому что я укусами не пользуюсь в бою. Поглощение при укусе. 1000. Японский бог. А сколько стоит? 1000. Вы чё, блин? Да где мне эту 1000 взять? Сколько у меня сейчас? Плюс 250. Ну нормально, в танка типа иду. Нормас. Запас крови тоже пойду. Ну в принципе тут что, больше не особо-то, ну, кроме сыворотки. Сильный укус. Это не надо. А оборонительные что? 600. Ну это стан. Окей, это щит. Щит. 5 секунд действия. Ладно, фиг с ним. Пускай будет сывороток. Больше хилок с собой таскать. Пойдет. Окей, смотрим, кто у нас сейчас тут заболеет.
У меня, по идее, в игре прошло от силы... Вот за этот стрим, не помню, то ли 4 ночи, то ли 3 ночи, не больше. Чё тут у нас? Мигрень так и осталась. Простуда. Важное событие. Особе стал... я понял, короче, типа там... Да, это, по всей видимости, фиговый был момент. Так, у этого переутомления так и осталось. Что это у нас? О, найс. Соточка. Санирование. Что? Повлияли на экономику? Каким образом? Измениться. А в какую сторону? В хорошую, в плохую для меня? Я так понимаю, то, что из-за 100% типа товары стоят дешевле. Пропавшую? Она пропала? Упс. Да. Ну, короче, походу, хорошей концовки мне теперь не видать. Под конец можно будет жрать кого угодно. Да, блядь. Ну ладно, чё ж теперь. Хуй бы с ней. Тринадцатый, только 3 уровня. Ну да, просто увеличилось количество сывороток, которые я могу таскать. Причем количество сывороток под циферкой 1. Я так понимаю, да, тут просто более улучшенные версии будут и все. Значит, я, скорее всего, где-то рецепты про его... О, противоядие, сыворотка крови. Ну, понятно. Ладно, сейчас лучше. Пускай будет, ладно. Тут мне делать не из чего. Да, мне нужны синенькие запчасти. Синенькие запчасти. И тут синенькие. О, у меня одной не хватает, кстати. Эй, ладно. Короче, потом разберемся. Тут мне ничего делать нечего. Больные. Мигрень, я к нему не могу прийти. А этот-то где теперь? Простуда. Лекарства от простуды у меня есть. У меня их даже 2, по-моему. Хлам, лекарства. Простуда. Вот он. Где этого хуя-то только искать? Я же не думаю, что он остался там. Сейчас посмотрим. Да, вот это, конечно, зря. Я-то думал... Ай, ладно. Короче, самой лучшей концовки уже не видать, по всей видимости. Good evening, Mr. I could ask you the exact same. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. Maybe you should consider the bigger picture. We may not have the same approach, but my priority is the safety of London's citizens. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever.
Then you made her an Да я не empty хотел, shell. I ну didn't чё ты, use старый? drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But No, what happened get to down. her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Tell me everything. I do not believe in the act. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Обидно, ебать. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. Так, я надеюсь, с тобой ничего? Бля, 2000 опыта. Здесь ничего не случится. You believe them? Чтобы попозже его сожрать. Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Хотя... Пошел в пизду. Пошли прогуляемся, ебать. Хе-хе. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Сорян, старичок. Ну, хорошего доктора-вампира не получится, по всей видимости. Who will assist Dorothea helping our comrades now that I die? О, маленький ключ. Ты сосрел. Не, ну, типа, он был связан с этой Доротеей, которая крышей поехала из-за того, что я ее, типа, убедил, так скажем, свалить отсюда. И, по всей видимости, ничего хорошего уже из этого не вышло бы. Он бы либо окончательно, мне кажется, на меня обозлился, может, даже попытался бы когда-нибудь убить. Поэтому я слопал его первым. О, стихотворение. Камелия. Опа. Камелия. А это не подсказка Камелия, да? Хотя нам не говорит. Так, стоит. Вот, ты иди сюда, простуженный, блядь. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. Я тебя вылечить But I'll пришел, gladly shake козлин. the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Чтобы кровь была здоровой, нужно... Чтобы кровь была хорошая, нужно, чтобы он был здоров. Don't have a clue about this place, do you? Так, у меня еще для тебя подсказок нет. You seem to have recovered well since your attack.
Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance, Jesus, it made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? I don't believe even you deserve such a cruel fate, though you have tested my patience beyond its limit. Glad to hear. Nice to know there's another civilized individual in these parts. Not like those bloody savages. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy. And I intend to Погоди, stay so. это не Майя, она случайно не продавщица цветов, она не связана тоже с Дороти с этой бедой? What is your Что business? тоже сожрать? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. Надо I посмотреть. see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. I don't approve of your actions, but I know very little about this borough other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. That's one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. Ну, я про это имею в виду. That's simple. I already Только get я, good по-моему, money from all those подсказки fleeing the war. не все к Can you нему imagine нашел. what they'd be willing to pay Ну, if I could сейчас с offer этим medical договорю, надо assistance будет too? посмотреть. Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborough shit. Так, еще одной подсказки не хватает. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is new. Так, ну а я, по идее, если сожрал этого старика, то Bubbles to the surface every now and again. на следующую ночь состояние в районе ухудшится должно быть. Так, подробнее, погоди. А, у тебя нет связей. О, ты мой говнястый засранец. А чё? А где? А какие тебе еще подсказки нужны? Пошел в жопу. Ладно, я тебя потом сожру. Goodbye, Mr. Bates. Не болей. Но все равно восстанавливаться пока будет. Так. Ага. О, тут аж трое. Смотри, информация. Он связан с этой. Ага, это надо троих сожрать. 3000 опыта. 5000. Блять. У нее 5 уровень гипноза. А у меня только 2-й вроде, да? Где мой уровень гипноза? Да. Ну ладно, чё. Потом сожрем. Хули нет. Тут у нас что? Понятно. Убедите вернуться. О. Блять, а это где? Это на кладбище, что ли, опять идти? Да, по всем вместе. Ладно, фиг с ним. Я на сегодня, пожалуй, закончу. В следующий раз тогда
Да пройдем все сайд-квесты, сдадим основной квест, продвинемся чуть вперед по основному квесту. Короче. Ладно, спасибо всем, кто заходил. Тебе, Толян, спасибо за помощь с игрой, так сказать, с объяснением и всем таким прочим. Да, за лайк тоже большое спасибо. Ну, а на сегодня на этом я, пожалуй, все с вампиром. Продолжим, возможно, завтра. Ладно, на этом на сегодня все. Всем тем, кто смотрит записи, также не забывайте подписываться на канал, смотреть другие видео, писать комментарии, ставить лайки. Ну, сами все прекрасно знаете. В общем, всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.